Иду я в магазин, смотрю на продукты и вижу, из чего они сделаны. Можно их покупать или нет. Вот в этот куча химоты. В это молоко уронили крысу, там или что-нибудь еще в этом духе. А в этом нормально, его можно покупать. Там хочет тебя человек обмануть, ты это видишь. Ты начинаешь видеть сначала себя, потом других людей, коконы других людей, как у них течет энергетика, какой центр раскрыт, какой закрыт, почему, от чего. И куча-куча других интересных вещей. Я посмотрел в небо и увидел, как оно засверкало. Появились искорки, появились энергетические потоки, появились линии, светящиеся энергетикой. Одни мантры работают, другие нет. Одни молитвы работают, другие нет. В одних церквях хорошо и скрываются процессы, а в других нет. И если вы осознаете энергетику, умеете этими инструментами пользоваться, вы видите. То есть прямое видение, когда тебе не нужны картинки и образы, а когда ты просто знаешь. Много чего есть, но и напридумано у нас тоже много чего. И видение позволяет отличить это. Неважно, что говорю я, ты или кто такой-то дядя, тетя в ютубе. Научитесь сами видеть и смотрите. Дорогие, привет! У нас сегодня очень необычный выпуск, потому что ради него я приехала в Питер. Это выпуск с видящим практиком. Мы сегодня еще разберем, чем у нас отличается ясновидение от видения. Я изначально хотела сказать с ясновидящим, но потом вспомнила, что мы об этом будем как раз-таки сегодня говорить. Я надеюсь, что этот спикер у нас еще появится на канале и не раз. Я хочу представить вам Махиру. Приветствую всех. Рад знакомству. Да, Махира практикует. Мы сегодня об этом будем очень много говорить. Практики энергетики, о которых многие зрители моего канала уже слышали. Но сегодня мы будем говорить о них гораздо глубже, с более, на мой взгляд, профессиональной стороны. И вообще много узнаем новых подробностей, которые я очень давно хотела вам поведать. Наконец-то, очень долго мы, кстати, готовили этот проект тоже. И я рада, что наконец-то я могу его представить. Давай, поехали прям вот с видения. Почему нельзя ясновидение называть, как я хотела Не изначально? то, что нельзя. Можно говорить как угодно. Просто ясновидение — это немножко замусоренное слово. И под ним все понимают все подряд. Я расскажу, что мы поднимаем под видением, что я понимаю под видением, и там сообщество практиков, в котором я практикую. А видение — это в первую очередь видение энергетики. Видение центров, каналов, меридианов и других энергетических вещей. Тело второго внимания, как мы это называем. Энергетического тела человека. Также это видение, что не видит обычный человек. То, что скрыто от повседневности, скрыто от повседневной реальности. Скрыто по разным причинам. В первую очередь потому, что люди стараются не смотреть. Они стараются пропустить мимо себя, потому что их ментальные конструкции, их взгляд, их видение направлено на быт, на бытовуху. Если вы хотите увидеть нечто непознанное, нужно искать это непознанное и видеть их с помощью тех инструментов, которыми мы владеем. Каждый человек владеет. Не все знают, не все умеют, не все используют. В первую очередь энергетику. Да, как устроено свое энергетическое тело, как устроено энергетическое тело другого человека, кокон другого человека, как он светится, как он выглядит. Энергетическое тело любого предмета, животного. У всех есть энергетическое тело, у всех есть энергетика. В чем разница, например, ты говоришь энергетика, энергетическое тело и кокон человека? И вот, возможно, кто-то еще спросит, аура, там это туда же? Вот разные понятия. Это, по большому счету, название одного и того же. Плюс-минус. Энергетическое тело человека, оно выглядит как кокон. Все эти картинки видели, кто интересовался вокруг человека. Но не важно, как оно выглядит. Важно, как вы его чувствуете и ощущаете. И это важный момент. Аура примерно то же самое, но это слово мне тоже не нравится, потому что оно не очень понятно. Мы это называем еще телом второго внимания. Тем телом, которое, первое внимание, это наша повседневная реальность. Физическое тело, то Физическое есть. тело и просто все, что входит в физический мир. А второе внимание — то, что находится за пределами первого внимания. Туда входит энергетика и более глубокие процессы. То, что ты видишь, это прям обыденность, ты видишь это на постоянной основе, или тебе нужно настроиться как-то, и ты видишь вот более четко, глубоко? Какие-то вещи я вижу на постоянной основе, какие-то, когда я хочу посмотреть, я смотрю. Это переключение происходит достаточно быстро, практически мгновенно там, ну или там минуту настройки. Эфирное тело видно сразу, мгновенно, физическими глазами, либо не физическими глазами. Большинство людей не видит физическими глазами энергетику, и это нормально. Но каждый может научиться видеть энергетику с помощью своих энергоцентров, с помощью своего тела второго внимания. И это доступно каждому. Помимо эфирных энергий, они самые простые. Их легко увидеть глазами или энергетикой.
можно видеть более глубокие вещи, более глубокие процессы на уровне второго внимания, как светятся центры канала меридианы, что произойдет там где-то, куда идти, как устроены предметы, продукты, амулеты, все что угодно. Большой объем. И это слово «видение», оно расширяется. Оно включается не только картинки, оно включается осознавание каких-то вещей. То есть прямое видение. Когда тебе не нужны картинки и образы, а когда ты просто знаешь. Это тоже видение. И это самое интересное видение. Когда ты знаешь, мне сегодня не нужно идти в гости к этому человеку. Ну, ты можешь не послушать свое видение и пойти. Но это обычно называют яснознание. Вот у нас в масс-маркете эзотерики, скажем так, есть ясновидение, когда люди с открытыми глазами, да, или кто-то с закрытыми, видят, но прям образы. А яснознание — это когда человек настраивается на что-то и получает вот информацию об этом. Вот обычно это как-то так разграничивается. Ну, можно разграничивать как угодно. Я объединяю это все под словом видение, и по-хорошему практику нужно идти именно к видению, когда ты напрямую, без картинок, без образов, получаешь то, что ты называешь яснознанием под этим термином. Зачем видеть картинки, обрабатывать их и интерпретировать каким-то образом, а когда ты можешь сразу понять, что нам надо куда-то идти, надо вписываться в какой-то проект, или не надо, или нужно там посидеть дома, сегодня там помедитировать и так далее. И ты это знаешь, понимаешь. Ну, если покопаешься, поймешь почему. Расскажи, как ты увидел впервые что-то больше, чем обычная реальность? Энергетику я впервые увидел в Новгородской области. Это было так. Мы с моей девушкой приехали в Новгородскую область. Там было место силы. Наш учитель построил дом на месте силы, нашел его и построил там дом. И мы периодически приезжали туда практиковать. Я где-то несколько лет уже практиковал практическую энергетику, но был не очень опытным практиком. Ну, слушал, осознавал, но у меня не было видения энергетики глазами. Мы сидели на берегу реки, небольшого такого ручья. Я посмотрел в небо и увидел, как оно засверкало. Появились искорки, появились энергетические потоки, появились линии, светящиеся энергетикой, появились какие-то странные вещи. Я смотрел на это в немом удивлении и спросил своей подруги, она была значительно более опытным практиком, что это? И она объяснила мне, это твоя первая остановка мира. Точка сборки сознания сдвинулась, и ты начал видеть то, что не видит. То есть начал видеть энергетику физическими глазами. На самом деле я и раньше видел некоторые вещи, которые, можно сказать, не видят другие люди. Например, первое мое соприкосновение с прошлыми жизнями было, когда я, так называемыми прошлыми жизнями, их нужно называть по-другому, но давайте оставим этот известный термин всем. Мне было 18 лет, я стоял в ванной, мылся, и в какой-то момент я оказался стоящим на холме, в каком-то другом месте, одетый в странную одежду, передо мной толпа людей, ветер на моих волосах, запах осенних листьев, крики толпы, которая беснуется где-то под этим холмом, и я, стоящий перед ней, и что-то говорящий. И потом раз, я сижу в ванной под водой и не понимаю, что вообще происходит в моей жизни. Ну, давай сразу уточним на всякий случай. Ты сидел в ванной в здравом уме и трезвой памяти, как говорится, да? Да, в здравом уме и трезвой памяти. Это было мгновенно, буквально там на минуту-две. Я провалился куда-то, и потом я понял, что вот я вспомнил какой-то кусочек из своей прошлой жизни. Но до практики энергетики это были спонтанные вещи, и я не понимал, что это происходит. Ну вот что-то увидел. Там потом несколько лет ничего не было. Потом там раз где-то что-то еще там произошло, ты что-то еще увидел. Это было непонятно и неосознанно. Потом, когда я встретил своего учителя, научился практической энергетике, я понял, почему это происходит, осознал, сложилась некая цельная картина. И вот через пару лет практик я уже научился видеть энергетику физическими глазами, тогда в Новгородской области. И потом этот навык закрепился. Дальше, после первого раза становится проще. Ты начинаешь видеть сначала себя, потом других людей, коконы других людей, как у них течет энергетика, какой центр раскрыт, какой закрыт, почему, от чего, и куча других интересных вещей. А когда уже видишь, уже сложно остановиться, потому что это интересно. Сейчас уже менее интересно. Сейчас это все перешло в практическую область. Но первые годы, конечно, все время. Каких вещей? У других людей почему они болеют, и болеют ли они? Видишь ли, хочет тебя человек обмануть.
ты это видишь. Или наоборот, как он к тебе расположен, как ты к нему расположен. С людьми вообще много всего. Взаимоотношения людей. Насколько раскрыта их энергетика влияет на них и на тебя. Насколько твоя энергетика раскрыта, тоже влияет на них. Раскрыт у тебя четвертый центр, люди к тебе относятся дружелюбно. И ты видишь, почему именно от этого центра, как он влияет, как он раскрывается, как он дотекает до другого человека и как он становится более дружелюбен по отношению к тебе. Там, не знаю, иду я в магазин, смотрю на продукты и вижу, что они, из чего они сделаны, можно их покупать или нет. Вот в этот куча химоты, а в этом нормально, его можно покупать. Практические и очень полезные навыки. Амулеты. Вот видите, у меня тут все в амулетах, все мои руки. Да, это четкие из Каппадокии, от Мевланы. Это Мевлана Руми, величайший святой мусульманский, суфийский, который до сих пор лежит и истекает сознанием. И можно приехать на его могилу и там увидеть, как это сознание истекает, послушать, повзаимодействовать, помедитировать и ощутить этот поток. И вот четки, которые там продаются, они крохотную частичку как бы этой энергетики с собой несут. Ну, давай сразу здесь. Вот ты говоришь, истекает сознание. Мы разберем сегодня все термины, дорогие. Если вам, кстати, что-то непонятно, пожалуйста, обязательно напишите нам комментарий, потому что мы так будем понимать тоже, какие термины разворачивать более подробно, в каких вы уже все в курсе, потому что вы у меня опытные. Вот ты сказала, истекает сознание. Разверни, пожалуйста. То есть там мощи какого-то святого, если я правильно поняла? Да, это мощи суфийского святома Руми. Он ушел, достиг очень высокой реализации, и до сих пор от него исходит сознание. Да, сознание — это просто очень тонкая энергетика. Что ты имеешь в виду, что он достиг высокой реализации? Он ушел в цели света? Я не знаю, в какую точно реализацию он ушел, но уровень процессов, которые сохраняются после смерти около него, очень высок. То есть приезжаешь к какому-то святому, их много и в России, и по миру, и ты чувствуешь, вот это вот просто кости, они ничего нету как бы от них. А вот этот человек достиг какой-то реализации, большей или меньшей, как бы, да, от него происходят какие-то процессы. Ты видишь, какая энергетика истекает, у тебя пробуждаются какие-то процессы от взаимодействия с этими мощами. Или в этой церкви. Приходишь в церковь, вот в этой церкви у тебя просыпается любовь, да, в сердце. А в другой у тебя просыпается воля, да, а в другой у тебя раскрывается какой-нибудь седьмой центр. И ты понимаешь, что происходит. У каждой церкви, там, у каждого святого, у каждого артефакта есть какая-то своя энергетика. И она, если она истекает, она зажигает твою энергетику. Ты можешь это услышать, почувствовать, осознать. И как-то с этим провзаимодействовать. То есть, если у тебя, например, плохо раскрыто сердце, ты можешь прийти, и оно раскроется в этом месте. Ты можешь этот процесс осознать, понять, сохранить, уйти и, в конце концов, дальше ходи с раскрытым сердцем, если ты его поймешь. Вот ты, смотри, что ты видишь? Это кошачий глаз, кажется, да? Это кошачий глаз. Как он светится? Ну, для меня он светится белым свечением, исходящим вот из него вот так. Ну вот видишь, все прекрасно работает видение. Так я в курсе. Это тебе подарок. Это со Шри-Ланки. Спасибо. Место силы. С про которое ты знаешь. храма твоего учителя, нашего отчасти. Привет. Вот, и вот каждый предмет светится определенным образом. Ты видишь как бы, да, эту самую, я вижу эту светимость. Это не так сложно. На самом деле почти каждый человек может видеть, и мы это легко проверить. Вспомните, что если на вас смотрит кто-нибудь со спины, вы это чувствуете. Как вы это чувствуете? У вас глаза на затылке? Нет, это энергетика. Кто-то скажет интуиция. А что такое интуиция? А вот расскажи нам. Интуиция — это примерно то же самое. Это большое количество сознания, хорошо раскрытая энергетика и настройка, там разные есть аспекты, настройка на какие-то каналы, откуда люди получают информацию. Просто неосознанно. Человек нигде не практиковал, не занимался никакой энергетикой, никакими практиками. Просто у него природно хорошо все истекает. Просто у него природно много сознания по каким-то причинам. Не сожрали его в детстве, там, не слил он его, не знаю, в соцсети или еще куда-то. Давай сразу здесь тогда тоже остановимся. В чем разница сознания и энергетики? Сознание — это та же самая энергетика, только разогнанная значительно быстрее. Очень тонкая, очень быстрая, очень разогнанная. И когда у вас много сознания, у вас много осознанности. Вся ваша осознанность зависит только от количества сознания, которое у вас есть. Энергетика — это более грубая, то есть самая грубая физика. Более быстрая и тонкая субстанция — это энергетика.
еще более быстрое тонкое сознание. То есть энергетика — это огрубевшее сознание, а материя — это огрубевшая энергетика. По сути, это всегда одно и то же, просто в разных агрегатных состояниях, как вода. Лед, вода, пар. И вернемся к сознанию, которое истекает из твоего браслета. Этот браслет побыл около Мевланы, около места, где истекает сознание, и немножко, самую крошечку как бы, да, он передает эту же вибрацию. Он с этим сонастроен. Как тебе это помогает? Как мне помогает браслет или мое видение этих процессов? Ну, давай про браслет, да, браслет. Настраивает мое сознание на то, чтобы тоже не забываться, не уходить в неосознанность. Да, потому что не совсем в тему, но давай расскажу, раз уж начал. Весь окружающий мир старается, чтобы наше сознание покушать. Мы смотрим соцсети и теряем там сознание. Мы смотрим телевизор и теряем сознание. Мы отвлекаемся на эмоции, очень сильно эмоционируем и теряем сознание. Всякие сущности, не так как много, но они есть. Идешь по улице, видишь кокон человека, и там кто-нибудь его кушает. Что кушают? Сознание. Сознание — самая важная валюта во Вселенной, самый лакомый кусочек, самая ценная вещь. Если энергетики у нас бесконечно, мы можем раскрыть центр, истекать, и нас никогда не убудет. И наоборот, чем больше мы истекаем, тем больше у нас его будет. То сознанием не так. Сознание — это ограниченная история, и его нужно собирать. А весь мир старается его у нас забрать. Мы его собираем, и чем больше нас, тем больше мы осознанные. То этот браслет в том числе помогает мне где-то не попасть в эмоцию, где-то не отвлечься, где-то не потерять какое-то количество сознания. Настраивает меня на вибрацию, близкую к вибрации изначально. Изначальный, кого ты понимаешь под изначальным? Бог, Абсолют, изначальный, Шива, вы можете называть как угодно. Первичное сознание. То есть тот Бог, о котором говорится, ну, в любой религии по факту. Все религии говорят разными словами об одном и том же. Практически все люди, глубоко практикующие, осознают это. И в каждой религии есть пути. Но просто без видения энергетики вы их не найдете. Потому что одни мантры работают, другие нет. Одни молитвы работают, другие нет. В одних церквях хорошо и скрываются процессы, а в других нет. И если вы осознаете энергетику, умеете этими инструментами пользоваться, вы видите. Если не осознаете, то не видите. Тогда вы можете слепо следовать, но жизни не хватит. Жизнь у нас очень коротенькая. Ну, а что ты имеешь в виду, вот, что в одних церквях есть какие-то процессы раскрыты, а в других нет? Опиши как-то вот поподробнее. Вот прихожу я в церковь, и какие там бывают опции? Почти же все чувствовали, приходите в одну церковь, там благостно. Вот самое простое ощущение, благостное, приятное. А в другую приходишь и как-то никак. Да, и что вот ты видишь А в на некоторых энергетике? в некоторых приходишь, и там прям туда и заходить-то не очень хочется. Мгм. Вот бывают такие церкви, как бы, причем на Афоне мы были, и там есть церковь, заходишь, и там темненько, темненько. Все достаточно просто. Заходишь в церковь, и какая-то энергетика у тебя вспыхивает, раскрывается. Где-то проявлена любовь Христа, где-то проявлена Божья Матерь, если мы говорим про христианские церкви, где-то проявлены какие-то еще процессы. Мне сложно про это рассказать, потому что мы оперируем разной терминологией. Да, я могу говорить центры, там, каналы, меридианы, это все более-менее понимают. Но даже если я говорю любовь, искренность, намерение, воля — это не то, что вы понимаете под этими словами. Это совсем другие процессы. А как их объяснить, когда вы не осознаете энергетику? Да, то есть сначала мы изучаем базовые инструменты. Сначала мы учимся работать с молотком, да, а потом уже переходим к станкам. Иначе никак. Сначала мы открываем глаза и научимся смотреть, учимся чуть-чуть осознавать, трогать мир своим энергетическим телом, своим телом второго внимания. А потом мы находим интересные вещи внутри себя и снаружи, и в них погружаемся. Говорить о них словами довольно глупо. Слова, в принципе, врут. Все слова врут. Но мы стараемся минимизировать ложь. Все ответы находятся внутри вас. Когда вы научитесь осознавать энергетику, видеть, чувствовать на глубоком уровне, тогда вы найдете эти ответы внутри себя. А все слова, сказанные мной или кем-либо еще, всегда останутся только слова. Но тем не менее, мы вот пытаемся как-то представить через слова, да, слово, между прочим, тоже важный инструмент. Мы пытаемся через слова для
тех, кто еще не видит так, как видишь ты, чтобы люди тоже примерно понимали, чтобы у них расширялось все-таки их, может быть, пока не видение, но картина мира в целом, да, что есть не только то, что мы видим глазами, а есть вот еще то, что мы можем видеть и иначе, гораздо более глубоко и в какой-то степени интересно. Главное постараться за этими словами пойти и попробовать. Пойти на улицу и попробовать почувствовать. Пойти поискать в себе эти центры, послушать, помедитировать, погрузиться. Послушав этот ролик между делом, моя посуду и выключив и забыв, никак не изменит вашу жизнь. Потеряет ли сознание человек, смотрящий наш ролик? Вот, кстати, классный Это зависит вопрос. от человека. Как и с любым другим роликом, фильмом, картиной, музыкой. Каждый раз, когда вы делаете какое-то действие, в любом действии, практически в любом, вы можете как потерять сознание, так и не потерять, так и приобрести. И это зависит от того, от нескольких факторов. Ну, опять же, надо через энергетику это осознавать. Если вы начнете эмоционировать, уху-ху, радостно бегать или грустить, вы, скорее всего, потеряете сознание. Или злиться, например. Или злиться, или Сидя раздражаться, ну вот, да, или какую-то еще эмоцию испытывать сильную. Сильная эмоция — потеря сознания. Если вы начнете думать и обсасывать это внутренним диалогом в голове, да, это потеря сознания. Ну, кстати, про это многие говорят чуть другими словами. Вот мне почему-то сейчас приходит в голову. Многие, даже, наверное, коучи, там, психологи говорят о том, что желательно приводить себя к тому, что быстрее принимать решения. То есть не мусолить 3 часа, да, терять энергию, действительно там тревожиться, а подумал, сделал, то есть протестировал что-то. То есть не уходить вот в эти бесконечные размышления. Да, внутренний диалог и вообще зло. В принципе, в голове вашей должна быть тишина. В идеале полная. Это не значит, что надо там выжечь мозг. Есть йогические практики стояния на голове, когда ты там в разных ситуациях, когда ты можешь сделать так, что кровь будет приливать к определенным отделам головного мозга, и они перестанут у тебя работать, если много лет этими заниматься. Но это не принесет пользы. Мозг — это тоже инструмент. Вы должны уметь включить мозг, там сесть за компьютер, поработать, написать там таблицы в Excel там, или что вы делаете, выключить его и дальше жить в тишине. Тогда ваше восприятие многократно увеличится. Но тут, мне кажется, у многих такой может возникнуть вопрос, что а как же вот принимать решение тогда? Вот я вот обдумываю свое решение, там вот у меня такой есть вариант такой, я там посоветуюсь с тем, с пятым, с десятым, и вот пойму, что для меня лучше. Как принимать решение? Во-первых, в 90% случаев вы его уже приняли. А все ваши размышления — это убедить самого себя, точнее свой мозг, в том решении, которое вы уже приняли. И дальше на это и нам и нужно видение, осознавание своей энергетики, когда вы напрямую знаете, куда двигаться. Вы не выбираете, в какую сторону поехать, а вы чувствуете, что вот в Египет сейчас ехать не надо. Вот в Израиль там не поеду, да, а там сейчас война начнется. А там не знаю, Турцию поеду. И это решение известно сразу. И тогда, значительно проще становится жить. Значительно больше времени мы тратим не на бессмысленные размышления. Это подходит ко всему, к любому решению. То есть ты имеешь в виду, что когда перед нами встает какой-то вопрос, наше тело второго внимания сразу знает на него ответ? Или что ты имеешь в виду? Если это вопрос бытовой, то да. Если это вопрос более глубокий, то сразу либо очень быстро. Можно там подключиться к какому-нибудь там седьмому центру, послушать какую-то энергетику, сесть 5 минут помедитировать в тишине и получить ответ, и знать, как действовать. Да, бывают очень сложные вопросы, там, не знаю, хочу переехать в жизнь в другую страну навсегда. И тогда тут, может быть, можно помедитировать чуть дольше. Наша энергетика, наше сознание знает больше, чем мы, осознает больше. Мы внутри себя, наше сознание — это и есть мы. Наша энергетика — это мы, это не какая-то отдельная часть. Эта наша часть знает больше. То, что мы никогда мозгом не поймем. Мозг ограничен. Мозг вообще не может видеть энергетику. Вся энергетика за пределами мозга. Она вся начинается, когда внутренний диалог выключен. Можно и с внутренним диалогом слышать энергетику, но это как гулять через экран компьютера. Ты вроде те же деревья видишь, но совсем не то же самое, правильно? Когда компьютер выключен, и ты вышел на реальную улицу, ты совсем по-другому осознаешь. Можно сказать, что ты чувствуешь это все, правильно? Ты не думаешь, не анализируешь, а вот именно ощущаешь. Чувствуешь, но именно энергетикой, именно телом второго внимания, не эмоциями. Потому что эмоции — это та же история, что и мозг. Точно. Любой предмет мы видим, подходим, смотрим и видим, рабочий артефакт или нет, истекает он или нет, какая от него энергетика исходит, какую энергетику он дает. А один дает одну, другой дает другую. И используем их также
Отдел один, потому что тебе сейчас нужно быть жестким. Отдел другой, потому что там нужно открыть там какие-нибудь нижние центры и там пойти, да, как бы там какие-то серьезные переговоры или там поругаться с начальником. Отдел другой, ну, вообще, на самом деле, лучше и без артефактов. Лучше уметь эту энергетику самостоятельно делать. Но если пока не хватает на каких-то ранних этапах, то ты их как бы одел. Или они дают какое-то глубокое состояние. Есть уникальные вещи, есть плащаница Иисуса Христа. Она уникальный артефакт. Чем она уникальна? Огромное количество сознания. Это отпечаток Христа, который достиг тела света. То есть из нее прям вот исходит Из это нее прям сознание. вот исходит, И да. точно так же, когда люди приезжают туда, они им Они слушают напитываются. эти, да, напитываются, не совсем верное слово, они эти вибрации чувствуют и осознают, и свои ихние вибрации становятся быстрее, чище. Да, они могут эту энергетику развить в себе, такую же энергетику, привлечь. Да, раскрыть, сонастроиться. Да, то есть их тело второго внимания, слыша эту энергетику, ну, точнее сознание, да, оно как бы подстраивается, правильно я понимаю? Находит внутри себя такие же процессы и раскрывает их. Да, вот пришел в место, где проявлена любовь, ты ее послушал там, твое сердце тоже раскрылось. Если ты смог этот процесс выйти и удержать, тогда ты, соответственно, сонастроился с ним и долго с ним взаимодействуешь. Ну, в следующий раз, может быть, тебе будет достаточно дома посидеть, послушать сердце и раскроется любовь. Ну и точно так же, получается, ты можешь видеть, вот, например, какие-то амулеты, да, или украшения, например, негативную энергетику, что там где-нибудь какое-то проклятие или что-то такое. Да, ну, проклятий не так много, чаще всего просто не работает, большая часть не работает. Но какая-то негативная, может быть, энергия, может быть, на Да, каком-то может быть, амулете? что такое негативная энергия? Да, я вообще такого понятия нету, как негативная энергия. Есть энергия, которая, ну, раскрывает разные процессы. Она может раскрывать любовь, а может раскрывать ярость. Но ярость, она тоже иногда полезна. Она может раскрывать гнев. Но гнев может быть безумный, когда ты гневаешься непонятно зачем, а может быть очистительный, когда перед тобой там стоит человек, который хочет твоего ребенка убить, и ты на него испытываешь гнев, и этим гневом ты его как бы отталкиваешь, спасаешь своего ребенка. Поэтому нет негативных самим по себе энергий. Да, эмоции есть негативные, там, не знаю, зависть, жадность, да, вот это все. А энергетики нет негативной. Проклятие может быть, да, это вполне реальная история. По каким-то причинам, да, какой-то предмет проклят, и, соответственно, убили там его владельца, и он перед смертью сказал: да все, кто мое кольцо будут носить, будут прокляты во веки веков там, да. Прям это работает реально. Какое-то время, и это можно снять, очистить, но как бы, в принципе, такое возможно, да. Каким образом очистить? В первую очередь надо видеть, да, очистить через свою энергетику. Самый простой способ очистить там драгоценности — положи их в морозилку, подожди сутки, и они должны очиститься. Но лучше видеть, произошел процесс или нет. Если ты просто там кто-то поносил колечко, и ты хочешь носить после этого человека, там ничего нету, ну как бы вот там его отпечаток энергетики остался, то это одна история, это вот достаточно просто. Заморозка помогает, да? Чаще всего, да. А если кто-то прям там проклял его, ну, тогда надо, может быть, чуть больше позаморачиваться. Ну, это можно сделать самостоятельно, да, обладая Все можно видением. сделать самостоятельно. Все истории про то, что кто-то вам поможет, откроет центры, каналы, почистит амулеты, все можно делать самому. Не очень сложно. Да, я уже говорил, вот вы видите взгляд другого человека, чувствуете, значит, у вас есть способности к энергетике. Проведите рукой над собой, попробуйте, вы почувствуете. Или кто-нибудь сзади подойдет, вы же почувствуете, не касаясь, на иногда приличном расстоянии. Это энергетика. Способностью к энергетике обладают все. Это как зрение. Все могут видеть. Да, кто-то рождается слепым, но это скорее все-таки исключение, чем правило. Обычно люди рождаются зрячими, и они могут видеть, чувствовать, осознавать свою энергетику и с ее помощью все это видеть. И, соответственно, если ты видишь, ты уже часто знаешь способы. У нас в закрытом канале мы разбираем эту тему подробнее, как работать с кольцами, с амулетами, с браслетами, как их видеть, как их чистить, как их носить, как понимать, что с ними делать, зачем они вообще нужны и так далее, с более конкретными вещами. Естественно, уже после того, как вы осознаете свои основы, свои центры, каналы, меридианы. Достаточно простая тема на самом деле. На перспективе не нужно много амулетов и браслетов. Да, есть какие-то вещи, которые действительно работают.
Но практик должен уметь все делать и своей энергетикой. Большинство обычных колец, камней, если они не были в каких-то сильно святых местах, светятся примерно одинаково. Да, золото лучше, там, или серебро, ну, как-то они по... Благородный металл немножко получше, у него немножко другая энергетика, чем у железа. Но в целом, для того, чтобы какая-то драгоценность стала светиться по-другому, стала привносить больше сознания, либо что-то менять, нужно, чтобы она долго полежала там рядом с каким-то святым, побыла в какой-то церкви, либо его носил какой-то святой. Камни сами по себе, они влияют на человека. Поэтому по гороскопу там можно надеть какой-то камень, который тебе подходит, но только это должен быть очень правильный астролог, и мы стараемся от астрологии уходить. То есть планеты влияют на нас, тут ничего не сделаешь. Но практик хочет выйти из-под этого влияния и быть свободным от него. Поэтому пока он не может этого выйти, можно балансировать некие астрологические вещи с помощью камней. Но это очень индивидуально. Понятно, что у каждого свой гороскоп, тебе нужен там изумруд трехкаратный, а мне там сапфир. Да, там надеть на какой-то палец, он будет немножко балансировать. Но я стремлюсь от этого уйти. И каждый практик стремится быть свободным от этого влияния. Хотя это и достаточно сложно. Дело в том, что какой-то предмет может прийти, потому что тебе нужно какую-то карму развязать с ним. Как и каждый человек, который приходит в твою жизнь, с ним есть какая-то определенная карма. Например, подарили тебе ножик. Это мужская история, да, потому что мне и сабли дарили, и ножи, да, и ты смотришь, что это за ножик, зачем он к тебе пришел. Или вот, например, я купил однажды Нет, не купил, мы были на буддийском ретрите, много лет назад, короче. И там был специальный ритуальный нож, да, мы там проводили практику и в конце концов получили его, да, и он лежал у меня там 10 лет, 15 без дела. А потом я подарил его человеку, который проводит массажи, который ведик, и он стал его использовать в своих практиках, как ритуальный предмет. Да, вот зачем а он стоит там каких-то бешеных денег, я ему подарил, потому что это мой друг. Зачем он ко мне пришел? Зачем он 10 лет лежал у меня в шкафу без дела? А он пришел, человек стал проводить с ним свою медицинскую терапию и помогать людям. Вот там путешествие предмета. Если предмет чем-то наделен, если это предмет силы, он тоже для чего-то может прийти в вашу жизнь. Если это просто стакан, то он чаще всего просто стакан. Ну да, или там, например, машину человек покупает. Это может быть какая-то карма, связанная с машиной у него, например? Может быть, а может не быть. Это тоже зависит от человека. И как раз возможность видеть дает эту возможность видеть. Да, то есть видение энергетики позволяет понять, эту машину лучше не покупать, потому что она небезопасна. То есть Хотя на чем ней она можно безопасна? разбиться прям, На да? ней вот? можно разбиться, потому что вот она там по каким-то причинам. Чисто из-за машины. Вот не по судьбе, что у меня так, а вот именно с этой машиной. Скажем так, это будет влиять. Нет ничего стопроцентного, потому что мы обладаем какой-то свободой воли. В ограниченных масштабах, но обладаем, потому что мы можем изменить что-то. Но есть некие кармы, которые нужно отдать. Если ты их не отдаешь, они будут приходить в твою жизнь раз за разом, но ты можешь отказываться. То есть разные способы реализации одной кармы. Например, у меня была одна подруга, и я должен был с ней переспать. Вот То она есть у такая, вас кармический узел какой-то у нас был, да? кармический узел. Я должен был там заняться с ней сексом, переспать с ней. Но я уже был в отношениях, у меня как бы жена, 3 детей, да, и я не хотел этого делать. И я замутил с ней бизнес. Мы там вложились, какое-то время там продавали, там покупали. У нас был бизнес, потом закончили его. Я там ничего не заработал, отдал там ей все деньги. В принципе, она тоже ничего не заработала. Да, но мы несколько лет развязывали это через бизнес, хотя надо было просто переспать. Слушай, а вот каким образом завязался такой кармический узел, что вот прям надо было переспать? Это вот как вы его так завязали в прошлой жизни? Понятия не имею, я часто не заглядываю, но это как бы достаточно просто, не знаю, кто-то кому-то там пообещал, а не сделал, кто-то вышел замуж, как бы, да, кто-то кого-то изнасиловал, например, да, Даже много такое, да. вариантов. Конечно, когда мне было 18, и я еще учился на психолога, и никакой энергетики еще не знал, ко мне вдруг внезапно стали обращаться девочки, которых изнасиловали в детстве. Подруги. Я прихожу на вечеринку, ко мне, и как только слышит, что я психолог, девочка подходит ко мне и говорит, пойдем поговорим, надо поговорить. Мы уходим куда-то на кухню, и она рассказывает мне какую-то жесть, там как бы там отчим, там друзья, там
куда Просто сюда. так незнакомому Просто так, человеку. вот, да, с ничего. Я тебе говорила, у тебя фиолетовый потенциал тебе все свои секреты рассказывает. Ну, Это потенциал, знаешь кого? смотри, Стой, яснознающих. Все. хорошо, я по твоей системе, да, я в фиолетовом потенциале, я согласен. Это началось вот резко и спонтанно, да, вот в 18 лет в какой-то момент. И это было практически на каждой вечеринке, с каждой девушкой, с которой я встречался. А я тогда искал как бы свою любовь, и много девушек у меня было. Там с какими-то подругами, и там их было десятки. Длилось это довольно долго. Я сначала там в ужасе прибежал к своему учителю, да, в институте, говорю, что делать в таких ситуациях. Он мне рассказал, там, объяснил. И это тяжело. Слушать такие истории, ну, объективно тяжело, особенно когда ты не профессиональный психолог, а там третьекурсник, да. И также резко это обрубило там где-то через год. Вот год мне рассказывали, а потом как отрезало. Да, все, никто не обращался. Развязал карму, получается. Серьезно? Да, да, вот год я слушал, я не Обалдеть. отказывался, я приходил, я бросал там друзей, которые там бухают в своей комнате, выслушивал, потом они мне звонили, эти девочки. Я часто хватало 1-2 бесед, и они пропадали. Некоторым нужно было дольше, с некоторыми я как бы там прям работал. Ну, естественно, это было вот, я не брал денег, я там как бы не делал, я просто им как-то помогал. Где-то в какой-то прошлой жизни, видимо, я где-то накосячил, кого-то я изнасиловал или что-то еще сделал. Слушай, ну это еще очень мягко у тебя развязалась карма, что ты, если ты, допустим, кого-то изнасиловал, Я не то знаю. теперь ты просто послушал Я не девочек. знаю, какая у меня была карма, да, но вот я на тот момент, я не видел ее, но что-то, видимо, связанное с этим. Может, я кого-то не выслушал, может, я кого-то изнасиловал, может, я кого-то там, не знаю, кого-то позволил изнасиловать или там допустил эту ситуацию. Ну, в общем, какая-то она была с этим связанная, потому что как началось, год там это длилось, так и отрезал. Да, отработал. А мог не отработать таким способом, и, соответственно, она пришла бы другим. То есть вот видение, про которое мы сегодня говорим, это в том числе, когда ты встречаешься с каким-то человеком новым или уже там своим близким, ты прям видишь, какая между вами карма, то есть что между вами нужно отработать, скажем так. Если будешь смотреть, для начала, ну, я вообще стараюсь не смотреть. На данный момент в своей жизни я стараюсь не смотреть. Я, если чувствую, что надо там пойти пообщаться с этим человеком, я иду общаюсь. Чувствую, что не надо, я не общаюсь. Если я захочу потратить время и погрузиться и понять, почему мне нужно с ним общаться, почему мне нужно подарить ему денег, почему мне нужно подарить ему подарок, почему мне как бы он что-то должен там, да, тогда я погружусь, буду смотреть, искать, и могу найти и понять. Но это тратит довольно много времени. То есть ты имеешь в виду, что ты чувствуешь какой-то импульс, вот, например, подарить подарок, да, ты его Да. чувствуешь, и Я ты чувствую, просто... дарю. Да, ты просто выбираешь это сделать, не задумываясь, а почему я там Да. должен. Но в Да. целом, если у тебя возникнет такой вопрос, да, вот, Я ну, могу погрузиться и понять, да. потому что не всегда же вопрос про подарить подарок. Иногда приходит в жизнь какой-то неприятный человек, начинается какая-то у вас неприятная ситуация. Ты можешь Да. зайти и посмотреть, почему, и главное, что сделать, чтобы это развязалось. Я бы рекомендовал посмотреть, что сделать, и это сделать. Ну, если у вас вагон времени, тогда уже копаться почему. Там, в какой там прошлой параллельной жизни, в каких там мирах вы где-то зацепились, почему у вас такая карма. Все это можно. Но вот немножко непросто иногда бывает найти, но можно, если это необходимо. Мальчик практикует у меня сейчас. Мальчик с депрессией. Да, он там вот лежал в больничке, у него депрессия. Знаешь, что с ним случилось? Он учился, студент, и в какой-то момент у него умер преподаватель по какому-то предмету. А он пришел на кладбище, и вот он любил этого преподавателя, знал, у них были хорошие отношения, и говорит ему, помоги мне сдать экзамен на вот сессию. К своему преподавателю обратился мертвому. Бог его знает, что там произошло у него на кладбище. Но он стал стремительно терять силы, и через 3 недели загремело в депрессию, потому что он лежал, не мог встать. У него не было сил руку поднять. Его увезли, короче, в больничку, там покололи, привели как бы в какой-то порядок. У него диагноз там хроническая депрессия, и он до сих пор с ней борется. В него подселилось там что-то, где-то он подцепил на этом кладбище и не может с этим справиться. Да, и я ему говорю, ну, самый простой способ — сходи в церковь. Ходи причастись, как бы церковь что-что, а гонять простейших мертвых сущностей — это она умеет.
Да, все эти изгнания, они всегда были. У нас в православной церкви. Нет, говорит, Конечно, не хочет. конечно, нет. Стороной обходит церковь, как бы. Конечно. Ну вот. Энергетику он начинает слышать, ну чуть-чуть. Я его покачал, научил его слышать центр канала Меридиан. Он скапливает энергетику, она вся утекает. Скапливает, вся утекает. Дальше первого курса ему не прыгнуть. Но подожди, ты же можешь ему брать эту историю, ну, самостоятельно на раз-два. А я могу эту историю убрать, но у меня нет с ним этой кармы. Все не так просто. Если я это сделаю просто так, я завяжу с ним определенную карму. Если я, то есть, дал ему способ, я показал ему энергетику. Двигайся сам. Он недостаточно практикует, чтобы решить проблему сам. Я говорю, вот иди в церковь бесплатно. Но да, она решит проблему, он отказывается. Если я ему это сделаю, я должен либо кучу денег с него взять, а у него нету денег, он бесплатно у меня занимается, да, там, или за 100 рублей. То есть. А если я сделаю ему это просто так, я с ним завяжу карму. Ну, то И есть как ты её развязывать, непонятно. нарушишь его волю еще и по факту. Он же... Нет, он бы, может быть, был бы и не против, но я не знаю, как эту карму развязывать. Я пока не вижу способов ее подарить ему, сделать ему этот подарок. Ну, то есть, Если я если бы найду, он как бы я больше сделаю. намерения, возможно, проявил, да, как-то Возможно. просил тебя об этом, прям Возможно, просил да, о если бы он помощи. искал какую-то возможность. Мгм. Да, а он вроде как и не очень-то и хочет. И он ходит на практике, ему нравится, что у него становится много сил, много сознания. Ну, как бы он как походил, так и растерял через неделю. Слушай, ну вот депрессия очень интересная тема. Сейчас, ну, время у нас непростое, все это понимают. И людей, кто в депрессии, молодых людей, вот у тебя же тоже парень молодой, он Да, в лет третьем 30, да. курсе. Очень много людей сейчас сажают на антидепрессанты, потому что люди действительно в тяжелом состоянии. А кто-то не в тяжелом, но просто выбирает через такой легкий способ как-то себя уравновесить. Вот для этих людей им как-то помогут практики, о которых ты вообще говоришь, практики энергетики? Конечно. Ну вот, расслабляться, напитываться энергией, когда ты осознаешь, что энергии, они истекают из тебя, у тебя много энергии. Да, когда твои центры, каналы, меридианы раскрыты, это дает общее оздоровление, прям физическое. То есть, когда твои меридианы текут по всему телу, приходят к твоим органам, напитывают их энергией, у тебя оздоравливается печень, почки, у тебя идет общее оздоровление организма. У тебя много энергии, ты в тонусе, ты бодрый. Это простые вещи, да, не сильно интересные мне, но как бы они, да, действительно помогают людям, да, они помогают им быть бодрыми, активными. Конечно, выключение мозга, этим тоже мы занимаемся, внутреннего диалога убирает половину всех депрессий, потому что очень много там идет от мозга. И с физикой, с физическим телом мы тоже работаем. Я перед каждой практикой перед каждым занятием даю небольшую медитацию, конкретно направленную на работу с физическим телом, чтобы оно расслаблялось, и так далее, отдыхало, напитывалось. Потому что мы все завязаны на тело. Хотим мы или не хотим, тело — это очень важно. Попробуй не поешь там сутки, ты будешь ходить голодный, да, если ты ничего не практиковал там, да. Еда, вода, все, что входит в наш организм, ну и так далее, и так далее. Мы завязаны на тело. Ну вот условно, вот в чем разница для человека? Вот он может пойти на антидепрессанты сесть, ну как бы, ну нормально, вроде получше стало. Но вот у него появляется выбор, допустим, начать практиковать энергетику. В чем для него, какой для него выбор лучше? Ну я понимаю, что вроде как энергетика, но как-то аргументируя это... Ну, во-первых, для каждого свой выбор. Может быть и нет. Может быть, человеку нужно подсесть на бухлишко и побухивается. Он тоже антидепрессант дает до какого-то времени. Как бы. Неправда, алкоголь это депрессант, Он наоборот. депрессант, когда ты его уже выпил. А когда ты только выпил, и когда ты бухой, тебе вроде как хорошо. Ну это иллюзия такая. Это иллюзия такая, а с антидепрессантами точно такая же иллюзия. Это тоже химия, просто более безопасная. Ты пока ешь таблеточку, тебе хорошо, но ты всю жизнь будешь на таблеточке сидеть. Разница между бухлишком и антидепрессантами просто то, что антидепрессанты чуть более полезны. Если ты на них подсядешь, ты будешь также на них подсажен, как на алкоголь, там, курение, которое тоже ничем не помогает, но дает иллюзию. И антидепрессанты дают некую иллюзию. А энергетика позволяет самому регулировать состояние своего тела. Я не говорю, что антидепрессанты не нужны никогда. Бывают сложные случаи. Бывают у людей панические атаки, и им действительно врач прописал, и им нужно помочь, потому что у них острая проблема, ее нужно снять. Но после этого, и все врачи тоже рекомендуют, занимайтесь психологией, занимайтесь медитацией, решайте свои проблемы. Найдите причину, и эту причину решите. Энергетика позволяет как видеть причины, так и решать их на более глубоком уровне, чем психология, с моей точки зрения. У меня психологическое образование, я знаю, что это такое. Можно долго искать у себя в детстве проблему, найти ее и решить, а потом искать следующую, найти и решить, следующую и потратить на это жизнь. А можно раскрыть энергетику и прожить сразу 100 проблем.
Так, ну а вот что еще, знаешь, из такого более прикладного, вот то, что ты в повседневной жизни используешь, то, что, может быть, твои ученики используют в повседневной жизни, то есть как видение помогает прям вот в обычной бытовой жизни? И видение я использую постоянно. Хотя нужно тут вспоминать, где отделять его от невидения. Про продукты я уже говорил в магазине. Приходишь, смотришь каждый продукт, ты видишь, что это мясо там напитано водой, а это колбаса с там глютаматом натрия, который есть нельзя. Даже если в составе этого не Даже если в написано, да? составе этого не написано, да. А этот продукт еще сделан там каким-то кривым поваром, там, да, в это молоко уронили крысу, там, ну там или что-нибудь еще в этом духе. На самом деле большинство магазинных продуктов плохие, это надо понять, да, надо брать максимально необработанные, ну это отдельная история про продукты, фермерские, максимально необработанные, там, не знаю, овощи, мясо, молоко, что-то, даже молоко там, в общем, сложно. Любые полуфабрикаты, все, что делается на заводе, все, что делается массово, все несет кучу химоты, отрицательной энергетики и прочее. И даже помимо того, что оно чисто физически несет добавки, тяжелые металлы и там полито чем-то и так далее. Важно еще и приходишь ты в ресторан, допустим, это ресторан высокой кухни, допустим, у тебя прекрасные продукты, да, которые там доставил чудесные, доставил там с Франции, доставили там замечательное мясо, но при этом повар, который их готовил, в момент готовки ненавидит свою жену, потому что там, не знаю, как бы она не дала ему уже, месяц не дает, но, да, или еще почему-то, или там соседа своего, начальника, который не выплатил ему зарплату, ненавидит. И готовить с ненавистью. В этой еде будет ненависть повара. Человек, который готовит, очень важно, как он готовит, как истекают его энергии, потому что весь тот негатив, который он будет в готовке, будет в еде. Когда тебе принесут, ты, конечно, увидишь это. И ты можешь, если обладаешь навыками, это же и убрать, как мне кажется. Ну, что-то можешь, что-то не можешь, как бы. Если это то, что с помощью энергетики убрано, да, это можно очистить. Ну, Ну вот. вот ненависть повара точно можно Ненависть очистить. повара, да, вот я говорю, то, что там эмоции, ненависть, энергетика, если там тяжелый металл, то лучше выкинуть и не есть, как бы, да. Мгм. Если там глютамат натрия или там куча сахара, а ты там не ешь сахар, потому что сахар снижает сознание, как ни крути, то лучше просто это не есть. А какие-то вещи лучше не есть. Но главное, что ты это видишь, осознаешь, понимаешь, прямо в магазине, прямо в ресторане, прямо при готовке можно с этим сделать. То, как это убрать, мы уже учим у себя в закрытом сообществе. Это не такая простая практика, но это вполне возможно. Сколько человек должен практиковать, чтобы, например, в ресторане вот убрать действительно негатив, с которым готовил там повар? Какую-то негативную энергетику, даже не только в блюде, вообще вот как-то такие простые задачи. Сколько нужно практиковать человеку для этого? Очень многое, конечно, зависит от человека. У кого-то талант, и он неделю там, 2 попрактикует, и все может. А кто-то должен там месяц практиковать, 2 месяца, 3 месяца, да. Все достаточно индивидуально. У нас идут практики постоянно, весь месяц, да, каждую неделю. Практики первого курса, второго курса, третьего курса, то есть по ступеням. Если ты практикуешь постоянно, естественно, можно очень быстро достичь очень больших высот. Все основные вещи будут хорошо видны. Что еще из практических навыков? Животные. Если вы гуляете по лесу, видите, вы можете почувствовать, что вам навстречу ползет змея. Вы можете инициировать встречу там, с волком или, наоборот, избежать ее. То есть как, позвать его как-то или как? Да, почувствовать, что он вот находится вот там, вот в этой стороне, и идти к нему навстречу, как бы, да, и подкрасться к нему, условно говоря, да, он вас не заметит, вы с ним встретитесь. Не рекомендую бежать Я так навстречу к волку. Ну, а как-то, чтобы прям подошел, можно вот как-то, чтобы не сагрессировал, например? Можно, но тут везде есть балансы, да. Я все равно никому не буду рекомендовать идти к медведю, гладить его. Да, можно успокоить его, агрессию, да, сбалансировать. Всегда, когда можно не рисковать, не рискуйте. Да, практика, почему я это говорю? Потому что у нас, как бы, когда я практикую, достаточно бывает ситуаций, которые и так приводят вас к риску, и мы стараемся их избежать. Есть что балансировать, и не нужно зазря класть медведю голову в
род. Ну, конечно, если вы гуляете по лесу, это приятно, вам нравятся там хорошие места. Там не все, конечно, хорошие места. Бывают темные места, бывает болото, бывает место, где можно потерять что-то. Там это видно, это место, оно чувствуется. Вот болото, вот там гнилые деревья, вот там сухие, вот в Не, этом ну это месте. физика, ну болото, ну гнилые деревья, ну и что? Если это место, которое не несет негативной энергетики, ты гуляешь. Болото красивое и прекрасно. Если это место, которое несет некую негативную энергетику, да, есть место силы, которым ты, как в церкви или в каком-то месте, в котором ты заряжаешься, в котором у тебя просыпаются определенные энергии, а есть место, где ты теряешь, где там ты теряешь сознание. Да, мы говорили в первую очередь, где тебе становится плохо, где у тебя спонтанно открываются какие-то очень нижние энергии, к которым ты не готов. Само по себе это иногда бывает и неплохо, но одно дело, когда ты сам их открыл в правильном месте, а когда ты идешь, и у тебя раз, какая-то потеря, где-то какие-то сущности живут, да, которые могут к тебе прицепиться. В принципе, их несложно отгонять, да, когда ты их видишь, да, там, истекать определенным образом, так что любые сущности от тебя разлетятся в миг. Но если ты их не видишь и не знаешь, да, то вот видение позволяет их видеть и знать. А есть достаточно серьезные сущности. У алкоголиков нередко бывает там какие-то вещи, которые сидит там в сущности, и он никак от нее не избавится. И даже его не избавить, потому что если ты, вот я убирал у человека как бы, да, но свято место пусто не бывает. Если человек не будет практиковать, к нему она вернется, другая сущность вот в эту же дырочку и пойдет. А человек, если не хочет, ничего с нему со стороны никак ему не поможет. Ну, грубо говоря, если он крючок из себя не достанет, вот на который у него эта сущность цепляется. Я бы скорее, ну да, если не крючок, некое место, в котором некое гнездышко. Если это гнездышко не заполнить какой-то другой энергетикой, тогда на это место вернется та сущность, которая провоцирует его там, на алкоголизм. Помимо сущности есть подключки, да, их тоже можно видеть физическими глазами. Эгрегоры, которые к вам подключаются, их много, их можно видеть, их можно убирать. Это вообще отдельная большая тема с эгрегорами. Не будем в нее погружаться, но они есть, они существуют, и они подключаются, и это можно видеть прям физически, на уровне энергетики, как подходит канал к затылку или куда-то еще, и также его можно убирать. Слушай, ну я вот не сторонница того, что надо избавляться от влияния эгрегоров там. Я считаю, что мы взаимодействуем с эгрегорами, ты никуда С не ними можно пойдешь. взаимодействовать, но взаимодействовать можно по-разному. Можно взаимодействовать, находясь в цепях, на поводке у эгрегора сидя, то есть на Ну, это подключке. да. А можно находиться как свободная личность. Мы, естественно, пока живем в обществе, обязаны взаимодействовать с эгрегорами. Ну, если мы идем в лес, тогда пожалуйста. В обществе мы обязаны с ними взаимодействовать. Но если ты осознаешь энергетику, ты можешь подняться на такую высоту и быть выше эгрегора, и общаться с ним, можно сказать, свысока. Ну, или на равных, Или да. на равных. А в обычном своем случае ты находишься как барашек в стадии и на цепи, и никаких прав у тебя нет. Это большая разница. Ну, вот с болотом мы не договорили про болото. Вот, ну, я говорю, ну, болото и болото, допустим. Ну, что там бывает такого особенного? Там бывают места, где ты теряешь энергию. Место, где есть определенные сущности. Плохое место. Ты это место чувствуешь. Ты его обходишь стороной или учишься с ним взаимодействовать так, чтобы оно приносило тебе не негатив, а позитив. Как, собственно, и с каждым местом. На кладбищах, например, определенная энергетика. И с ней можно взаимодействовать определенным образом. То есть ты чувствуешь, на каком кладбище ты пошел, есть там какие-то сущности, нету, кто-то проявлено, не проявлено, где-то позитивно, где-то негативно, где-то истекает определенным образом. Я любил гулять по кладбищам еще лет с 16, наверное, еще не практикуя энергетику, просто меня туда тянуло, мне нравилось, там было тихо, спокойно. Тоже карма какая-то. Не знаю, но там не было какого-то активного взаимодействия, но там иногда встречаешь странные места. Я вот тут в Питере по Волковскому кладбищу гулял в какой-то момент и увидел дерево, висящее в воздухе. То есть как бы дерево, и вот оно растет, а потом посередине как будто кто-то взял и вырезал вот здесь часть, вынул и ушел. Физическими глазами ты это видишь. Я подошел и пощупал, потрогал рукой, как бы, посмотрел, что, короче, с этим, вот, как бы, может быть, это, оптический обман, да, но дерево не появилось, когда я туда То есть просунул это прям на руку. физике было. Да-да, я потрогал, посмотрел. Ну, мне было лет 16, 17, наверное, да, может быть, 17. Я как бы походил вокруг этого места, пожал плечами и ушел. Я не понимал, что с этим. И когда я в следующий раз пришел, этого не было. Так, ну вот сейчас Не уже... было даже места этого.
Уже вот вот я со его не своим нашел. видением сейчас, как ты можешь оценить эту ситуацию? Что это могло быть? Да бог его знает. Я не приходил же туда, когда я видел. Возможно, это было какое-то аномальное место, возможно, какое-то что-то случилось. Может быть, кто-то спилил это дерево, но оно осталось, не знаю, его тело второго внимания осталось и Ну не ты же его упало. трогал. Я его трогал, да, может быть, потому что такое ощущение, как будто спил был. Вот так снизу и сверху. 2 раза спилили, кусок вытащили и унесли. Мгм. А дерево не упало. Не знаю, что это было. В мире много загадочного. Но вот есть много, мой друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Да, это действительно так. Если будете искать, ходить, смотреть, если умеете видеть, это будет появляться перед вами постоянно. То кто-то скажет: "Спасибо, не надо мне такого подарка". Конечно, может быть и не надо. Есть практические навыки, есть нет. Ну, давай вернемся, да, к видению, к тому, что необычное ты видишь больше, да, чем другие люди. Вот, может быть, есть какая-то у тебя история из жизни, что вот прям вообще тебя поразило, что-то из ряда вон? Знаешь, каналы, центры, коконы, мы уже привыкли, да, ребят? Может быть, поэтому что-то вот вообще экстраординарное? Не знаю, что ты подразумеваешь под экстраординарным. Историй было много, я могу их повспоминать. Когда я, например, только начал заниматься, один из опытных практикующих рассказывал мне, что видел тролля. Выглядело это примерно так. Заходит человек в маршрутку, там едут люди, он садится, и тут в маршрутку заходит тролль. Большой, с зеленой кожей тролль. Другие люди видят его как обычного мужчину, как человека, немножко неуклюжего, там, крупного, там, странной формы лица. Но это физический тролль. Он сел там, что-то пробурчал, проехал там свои 5 остановок и вышел. Ну вот бывают такие Что ты вещи. подразумеваешь под тролль? В смысле тролль? Кто такой тролль? Да бог его знает, кто такой тролль. Некоторая сущность, некоторое существо откуда-то, не знаю, из нашего мира, не из нашего мира. Но он выглядит не как человек, у него не человеческий вид, прям физический. Люди этого не замечают. Ну, подожди, он зеленый, ты говоришь. Он зеленый. Люди его видят зеленым. Нет, люди, которые не обладают энергетикой, видят его обычным человеком. Ну, видением энергетики, Не да? видением энергетики, да, не обладают видением, они видят его обычным человеком. Потому что люди вообще стараются не видеть. Люди так устроены, что они стараются видеть то, что хотят видеть, в своих узких ментальных границах. То, как их настроили. Ну, простейший пример. Если там девочка беременна, она вокруг будет видеть беременных. Да, а если там ты полицейский, ты будешь видеть преступников. Не, ну это на что фокус внимания? Подожди, вот здесь тролль. Он С в человеческом теле? троллем или с другими вещами то же самое. Люди не видят все необычное, потому что не хотят видеть. Если бы они хотели, осознавали энергетику и смотрели, они бы видели вокруг, что мир куда более удивительный, куда более интересный. И в мире есть другие вещи. В мире есть тролли, есть сущности, есть дофига всего очень интересного. Просто надо смотреть. Тролль, он, то есть это внутри человеческого тела какая-то сущность или... Нет, это тролль в физическом теле. Просто люди этого не видят. Люди видят некий другой образ. Люди видят его, видят, что он ходит, дышит, но они видят обычного человека. Люди в иллюзиях находятся. Почему они видят обычного человека? Потому что все люди в иллюзиях. Все люди в мае. Ну я же вижу тебя, вот обычное тело, как бы, может, ты тоже тролль. Может быть. Но ты же обладаешь видением. Ну ладно, плохой пример. Но вот наш оператор, может быть, не видит, что мы с тобой тролли. Я думала, ты скажешь, что, может быть, он тролль. Нет, ты бы это увидела. Мне хочется, чтобы наши зрители поняли нас. Вот мы с тобой как-то говорили про рептилоидов, и ты сказал, что, ну, условно, там бредня это все, ни разу ты не видел рептилоидов. Я говорила тебе о том, что есть, ну, некоторые практики, которые говорят, что вот, у нас, мол, в человеческих телах ходят, под прикрытием, на самом деле, рептилоиды. Ты говоришь, нет такого. Я Почему? сказал, что я этого не видел, и никто из практиков, с которыми я общался лично, и которым я знаю и доверяю, этого не видел. Я не говорю, что этого прям нету. Может быть, но я сильно сомневаюсь. Хотя и тролля вот только одного человека я знаю, которого видел. Это много чего есть, но и напридумано у нас тоже много чего. И видение позволяет отличить это. В физическом теле я не видел рептилоидов. И те люди, которые по Ютубу говорят, что видели, а чаще всего они, какое там слово без мата, врут. Может быть, где-то, как-то это и есть. Вам энергетика и позволяет видеть самому. Неважно, что говорю я, ты или кто такой-то дядя, тетя в Ютубе. Научитесь сами видеть и смотрите. Вот, так смотри, почему один дядя в Ютубе говорит, вот этот политик рептилоид, понимаешь? А другой дядя вот сидит передо мной, говорит, нет, не рептилоид. Почему все видят по-разному тогда?
Ну, во-первых, многие не видят, а только притворяются. Во-вторых, видение — это не универсальная вещь. Ну, точнее, она универсальная, но восприятие это у нас разное. Мы по-разному обучены, по-разному выросли, мы ментально разные люди. Да, кто-то скажет, что это оранжевый цвет, а кто-то, что желтый там, да, или там другой оттенок. Люди видят по-разному. Кто-то дальтоник, кто-то плохо видит, да, кто-то видит энергетику цветную, кто-то не цветную. Это нормально, это просто особенности восприятия. Поэтому куда лучше использовать чистое видение, то есть прямое знание, без картинок, без глаз. Когда ты не смотришь там, там зеленая кожа, кажется, это тролль, это вытянутый нос, может, это рептилоид, а может, просто у него нос вытянутый, а ты просто знаешь. Ты знаешь, вот это вот человек, как бы, да, вот он живой. Или вот этот человек, у него, он как бы потерял кокон, он уже не живой. Да, есть и такие. Да, То есть есть. ты имеешь в виду, что живой человек, вот он ходит ножками, а у него... У него может не быть энергетики, у него может потеряна человеческая форма быть и потерян кокон. А кто ходит тогда? Тело. Остатки сознания, остатки тела. То есть это Этот значит... человек очень... Ну, вот он живет, но он уже не живет, он не жив. Ну и он скоро умрет, правильно я понимаю? И он в таком состоянии может телепаться достаточно долго. Он как бы есть, но на уровне энергетики его уже нет. У него уже все потеряно. Осталась только физическая оболочка. Почему такое происходит? Да по разным причинам. В основном там комплекс обычно. Люди забивают на себя, люди живут, теряют сознание, теряют энергетику, либо с ними произошло что-то. В те же 17-18 лет у меня еще была история, тоже я еще не практиковал. Я был на даче и гулял, и в какой-то момент я иду по дороге и вдруг вижу какую-то странную тропинку. Я 100 раз здесь гулял и не видел ее. Такой сворачиваю на нее, конечно же, мне надо полезть куда угодно. Я вообще лез везде куда угодно. Мне интересно жить. Мне интересно лазить, проявляться и идти туда, куда не надо идти. Иногда. Ну, я пошел. И лес такой, он как бы зеленый, какой-то странный, ну, я как в сказку попал. Вот такое как бы ощущение было. Да, мне было 18, я был впечатлительнее, чем сейчас. Но ощущение такое. Я иду и вижу могилка. Вот прям посреди леса могилка, камешки, там какая-то, ну, такая заброшенная, ей бог его знает сколько лет. Очень много. Лес не у кладбища. Лес не у кладбища, могилка какая отдельная, просто вот старая заброшенная могила. Я стою около нее и чувствую, вижу, сложно сказать, да, потому что еще практикой энергетики я не обладал, что там похоронена девочка. Ну вот там какая-то молодая девочка. Я продолжаю стоять и вижу прям, у меня перед глазами разворачивается история. Когда-то нашла, возвращаясь из леса, и поймали какие-то мужики, там, то ли лесорубы, то ли разбойники, бог их разберет. И что-то они изнасиловали ее, или что с ней сделали, и убили потом, как бы. Потом их поймали и тоже убили. И вот там ее дух там-то бродит, что-то ему надо. А я, собственно говоря, не знаю, что делать с такими ситуациями. Для меня это как бы все в новинку тогда, да. Я уже читаю всякие эзотерические книжки, да, в большом количестве, и даже что-то практикую, но не то чтобы я вот какой-то осознающий практик к тому моменту. Я стою и начинаю молиться за нее. Ну, то, что я умел в тот момент, это вот помолиться. Читаю «Отче наш», единственную молитву, которую хорошо знаю. И вдруг на меня налетает куча комаров. Такая вот огромная куча, так что садится на каждый кусочек моих рук, моего тела, лица и начинает как бы кусать меня. Я понимаю, что мне не надо их прогонять. Я вот как бы, они меня пьют кровь, а я вот читаю «Отче наш». Ну, такой сюр как бы происходит, как бы, да, где-то в лесу, в незнакомом какой-то могилке. Ну, это продолжается минуту, две, может быть, не такое большое время. Потом раз они все улетают. Ну, вот они все улетают, и все, я не чувствую больше девочки. Ее нет. То есть это как жертва Ну твоя была, да? Наверное, это была какая-то жертва, какой-то, я не знаю, со мной это связано, с моей кармой, или вот просто надо было. Ну, наверное, все как-то связано, но вот комары Обалдеть улетают, вообще. девочки больше нету, духа нету, как бы. Я как бы весь покусанный выхожу. Я пришел домой, меня не узнали дома. То есть я распух так, что меня было не узнать. Но на утро все прошло. Как будто ничего и не было. Да, ни Шок. одного укуса не осталось. И больше я не нашел этой тропинки. Я на следующий день пришел, тропинки нет. Ну что это, если не карма, вот про которую мы с тобой говорили, да? Но просто вообще удивительно. Да, есть такая карма. Ну и карму можно отдавать разными способами. Не обязательно встречать каждого человека и с ним развязывать карму.
не хватит ни одной жизни, никаких жизней не хватит. Традиционно в Индии, как бы, да, у индусов считается, что каждый человек, которого вы встретили, даже если он мимо вас на улице прошел, связан с вами какой-то кармой. То есть никого вы в своей жизни не видите без кармы. Есть практики, которые позволяют отдать карму. Ну, чаще всего это, конечно, ритуальные практики, не практики энергетики, но как бы они есть. Мы, например, ходили в паломничество на Шабрималу в Индии, как раз в том числе с целью отдать карму. И это увлекательная история. Мы приехали к учителю моего учителя в Индию, на гору, да, на Святую гору, где у него стоит ашрам. Там мы совершили определенные практики подготовительные. В том числе мы взяли некоторое количество кокосов, ну, вот, да, завлекали их в такую тряпку, привязали себе на голову. Почему так? Потому что каждый кокос символизировал карму. Ну вот, то есть я нес внутри кокоса, были специальные ингредиенты, я нес их как бы как символ моей кармы. За себя и там, за своих детей, за свою супругу, там, или родителей. То есть, ну, сколько можешь унести? Там 3-4 кокоса, там 5, сколько ты уносишь за каждого там человека. Можно нести за себя и ближайших родственников. И вот, привязав эту вещь на голову, мы пошли на Шабрималу. А Шабримала — это священная тоже гора, на которой стоит храм Айеппы. Это божество такое индийское. Проявленное божество, золотой храм, там золотые ступени, и там типа огромное место сил. Традиционно к нему нужно идти из своего дома, ну вот мы шли от ашрама там своего учителя, да, или от определенного места, которое назначается. Мы идем босиком, пешком, через джунгли. Там где-то змеи, где-то тигры, там куча пиявок, потому что вот у нас на ногах они прям едят пиявки. Половина народу курит, потому что, особенно индусы, потому что этой сигаретой мы прижигаем пиявок, чтобы они от нас отползли. Либо поливают специальной жидкостью, которую индусы дают, но она просто быстро кончается. И так вот мы 3 дня идем по лесу, там в каких-то местах есть места привала, да, где там ты ложишься, спишь там у себя в спальнике, там, да, ну, обычно просто у тебя коврик, на который ты ложишься, спишь там, да, там несколько часов, потом с утра встаешь, в ручье умываешься, идешь дальше. На голове у тебя кокосы, которые нельзя снимать, да, ты должен эти 3 дня пройти. Потом в конце у тебя гора, на ней там какое-то бесконечное количество ступеней, по которым ты идешь. Ты весь день идешь наверх этой горы по ступеням, но ступени вырублены. Поднимаешься на гору, доходишь до храма, там ты разбиваешь эти кокосы, прожигая свою карму, взаимодействуешь с там, статуей Айеппы, с этим божеством, да, и мы видим, как работает это или нет. Мы вот Как первый вы раз это пошли, видите? она по-другому светится, исчезает твоя карма, ты чувствуешь облегчение, освобождение. Это место, оно в принципе светится не как обычные места, оно по-другому вибрирует. Там другое количество сознания. Ну и там после этого все разбили, все сделали, все, свобода, как бы ты спокоен. Там еще врата, пост специальный, там 40 дней до этого. Ну, там много ритуальных историй, которые надо сделать. Но ты реально чувствуешь, как эта карма прожигается и освобождается. Это не просто так. Это реально работает. У тебя поменялось в жизни что-то после этого? Да, у меня менялась жизнь и после этого. Я 2 или 3 раза ходил в Шабрималу. Я считаю, что 12 раз надо сходить, чтобы вот всю карму за жизнь прожечь. Но сейчас это стало сложнее именно в Индии. Каждый год там 50 миллионов индусов ходят в это место. Ты идешь вот, ну, в джунгли ты идешь, там никого нет. А там ты идешь в толпе, когда по этой горе ты поднимаешься, там у тебя толпа индусов, только мужчины. Женщинам нельзя туда ходить. Женщинам нельзя, девочкам до 12 месячных и бабушкам уже после. Но вот женщинам нельзя. То есть женщины остаются, короче, со своей кармой. Бабушкой можно прожигать. Или мужчины носят. Мужчины там на голове носят Понятно. кокос, да, Запрягаем мужиков, пускай Запрягаем несут. мужиков. Все Да, как обычно. да. Вот так, вот так. Ну, видишь, нам это в радость, мы же актисты. Кстати, да, этим вот классные эти ребята, девочки, что у них там все нормально, по правилам, скажем так, Да, корректно. да, мы любим женщин во всех их проявлениях. Шактизм — это наше все. Ну, я даже, знаешь, больше сейчас такая немножко не по теме, но хотя, кто знает, сейчас много проявлений, много даже споров в мужско-женских каких-то историях, знаешь, кто кому там должен за тарелку салата, вот какая-то вот эта мелочность, да, от которой, ну, людям более зрелым тошно, но, тем не менее, это вот сейчас очень ярко проявленный в нашем обществе процесс, и вот я поэтому и говорю, что в той традиции, где ты, это очень, вот как по мне, выстроено грамотно, корректно, красиво. На самом деле это неосознанно. Если есть сознание, если есть любовь в сердце, ну, о чем мы говорим? Какие тарелки, какие мелочности? О чем можно говорить, когда у тебя любовь истекает ко всему миру?
А к твоей шахте, к твоей супруге, к твоей подруге она истекает в 1000 раз больше. Я там сторонник того, что супруга — это моя половинка. У нас с ней и энергетика единая. Я могу чувствовать, как она, что с ней, что происходит, как течет наша энергетика, как мы проявляемся. Мы очень сильно соединены на уровне второго внимания. Но шактизм в целом — это история, которая поклоняется шакти, поклоняется богине в образе женщины. И видеть ее в каждой женщине, видеть богиню в каждой женщине — это одна из основ. Вообще во всех женских аспектах. Ну, мы, по идее, видим Бога вообще в каждом человеке, должны стремиться, да, к этому. 100%. Просто по-разному. Поклоняться шакти приятней, чем Ну, это к тебе как мужчине, я думаю. когда вы истекаете, когда вы осознаете свою энергетику, когда вы чувствуете, что все ваши центры открыты, что у вас открыто сердце, это, естественно, влияет и на окружающих. И у окружающих людей тоже загораются центры, разгорается сердце. И это позволяет, конечно, вам выстроить совсем другие отношения со всеми вашими окружающими. С супругом, с супругой, с детьми, с родителями, на работе. Своим сознанием, да, это требует какого-то времени, но если вы истекаете и вашим сознанием, светом своего сердца наполняете окружающее пространство, люди меняются. Люди прям сильно меняются. Люди начинают осознавать больше. Поэтому это очень полезная вещь, очень интересная. Ну, тут есть и минусы. Ну, когда вы начинаете практиковать, в этот момент и нужно находить взаимоотношения, искать себе супруга. Если вы уже там 20 лет практикуете, и вы раскачанный практик, вам значительно сложнее будет найти партнера вашего уровня. А растить его с нуля вам будет не так интересно. Но если вы только вступаете в практику, да, и у вас есть какой-то партнер, или вы ищете его, то найти вам будет значительно легче и вместе расти значительно интересней. Расти, практиковать вместе куда интереснее, на мой личный взгляд. Да, у нас есть практики, которые в сообществе без там партнеров, потому что вот им хорошо в одиночку. И это их выбор, это их процесс. Я и многие другие все-таки находятся в союзе. Да, у меня шакти, супруга, 3 детей, каждый из которых появился там своим определенным образом. Это отдельная большая тема. Да, кстати, дорогие, вот мы уже говорили с Махирой об этом. Интересна ли вам тема детей вообще? Давайте я получше вас тоже узнаю, потому что у Махиры 3 детей, и с каждым невероятно интересная, глубочайшая история про появление этих детей. Ну, вообще, это очень глубокая, интересная, трепетная тема. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы, возможно, ее обсудим. Да, мы осознанно зачинали, осознанно рожали. И Ну, все потом, не спойлери оставим. Хорошо. Гореть, истекать и с помощью этого выстраивать отношения с окружающими людьми мы обучаем в нашем закрытом сообществе. Пройдя основные какие-то процессы, вы сможете осознавать свое тело второго внимания, видеть, чувствовать и менять себя и окружающих вас людей. Не менять окружающих людей, а делать их более осознанными. У них тоже будет загораться энергетика, и ваши взаимоотношения с ними будут выстроены на другом уровне. Всему этому мы учим у себя, я учу и другие практики с помощью методики, которая многократно была проверена мной, моим учителем. Там 20 лет обучаюсь я, и обучаюсь постоянно, нельзя останавливаться в обучении. Мой учитель 30 лет преподает. Преподает только 30 лет, да. Какие еще практические вещи? Вы можете видеть, нужно ли вам какой-то контент или нет. Вы можете видеть книжку и понимать, нужна она вам или нет. Или вам достаточно положить ее под подушку и послушать энергетику, которой она истекает. Это вот как мы про Библию с тобой как-то говорили, да, что можно вот, какие-то священные вообще Да, писания. Библия, тантры, Коран, неважно, любые священные книги они несут определенную энергетику. Можно их положить под подушку и послушать, если вы понимаете, что вам это нужно. А видение помогает вам понять, что вам это нужно или не нужно. Также с любой картиной, с любой музыкой, с любым фильмом она несет определенную вибрацию, которая вам может быть нужна или не нужна в данный момент, которая может быть позитивна или не позитивна для вас в конкретный момент. И вы можете понимать, что этот фильм надо смотреть, а этот вам, в принципе, и не надо смотреть никогда, или он там будет из вас только сознание тянуть. Ну вот с музыкой, да, помнишь, я тебе говорила тоже, что прям на себе это ощущала, что некоторые мантры дорогие, да, которые там в Ютубе где-то есть, вот прям одна и та же даже мантра, спетая разными людьми,
это не какие-то браманы, нет, то есть обычные певцы, но одна записана так, что у тебя прям чудесное состояние, и разгораются центры, и вот тебе прям хорошо, а другая прям зажимает, забирает сознание, и просто у тебя уже какое-то вот хуже, чем было состояние до этой мантры. Хотя бы просто музыка на Ютубе, казалось бы, ну или там в любом другом приложении. Все несет вибрацию. Все вокруг вас состоит из вибраций и несет вибрацию. Предметы, звуки, слова, картинки. Если вы видите и понимаете, что это за вибрация, да, чему мы, собственно говоря, учим, простыми инструментами, то вы понимаете, что с этим делать. Есть и более глубокие практики. В каждой религии есть свои практики. Но не обладая базой, не понимая, что работает, а что нет, какая мантра, какая молитва, какая практика, очень сложно двигаться. То есть вы, получается, двигаетесь наугад, вслепую. Ну, если вообще куда-то двигаетесь, конечно. Но если вы все-таки двигаетесь, если вам интересно, тогда надо двигаться осознанно. Взять эти инструменты, расширить свое восприятие, расширить свое видение. То есть вы увидите мир значительно глубже, значительно больше, значительно интересней. Это совсем другой мир, уникальный мир, да, это ваше восприятие и осознанность многократно возрастут. И это можно в любой сфере применять. Ну, большинство и применяет. Очень мало людей, на самом деле, прошедших через эти практики, 90% не уходят в глубокую духовность. Честно говоря, они живут обычной жизнью, они там пошли, заработали денежек, там нашли себе мужа, жену, там вырастили детей, решили какие-то бытовые проблемы свои. Ну вот, да, решили и счастливо живут как бы своей как бы небольшой счастливой жизнью. В духовность к глубокую уходит 10%. Очень мало кто. Так и не всем надо, я считаю, ну, как минимум в этой жизни, ну, вот как по мне. Это выбор каждого. Да, не всем надо. И, конечно, мне интересны глубокие практики. Мне интересно, чтобы люди пошли в глубину. Но вот я там, мне там интересно найти новых людей. Но, конечно, не каждому надо. Не каждый, может быть, осознает, как бы, судя по крайней мере, по практике. Вот мой учитель 30 лет преподавал, 20 человек сейчас у него учеников. Да, он больше не берет, да, новых учеников, но вот нашел за 30 лет 20 человек. Не так уж много. Да, они менялись, там было больше, меньше, кто-то там отвалился, практикует свои практики, да, но это не очень много. Хотя тысячи и тысячи людей прошли через эти практики. И большинство, они остались на своих каких-то жизненных вещах. Ну, то есть они, грубо говоря, удовлетворили свои какие-то потребности, Да. которые хотели удовлетворить, и продолжили просто вот жить, И использовать. продолжили жить, да, использовать. Они что-то осознают, что-то видят, как бы, да, они где-то что-то понимают, где-то вот зарабатывают, где-то вот нашли там супруга, там зачали детей, занимаются этим. Ну, ушли немножко от энергетики, но где-то что-то вот чуть больше, лучше у них работает видение, чуть лучше интуиция. Ну, как бы, Ну, то есть взяли нужные для себя инструменты, и как им надо, да. так и используют. Да, кто-то их развил больше, кто-то меньше, но они взяли нужные инструменты и использовали их или используют как хотят. Да, кстати, друзья, вот про священные тексты мы снимали отдельное интервью с Анантой, другим учителем из закрытого сообщества Вира. Здесь где-нибудь оно появится, обязательно посмотрите, там тоже очень много интересной, ценной информации. И вот, кстати, мне, друзья, знаете, что нравится вот в тех практиках, про которые Махира, да, и его закрытое сообщество, вообще в целом про их традицию даже, что нету вот этого разделения на плохое и хорошее, что вот это четко там плохо нельзя, вот эти энергии плохие, мы там от них избавляемся. Наоборот, мы ни от чего не избавляемся. Вот это прям то, что мне очень легло прям вот по душе это мне, что нету вот этого вытеснения каких-то энергий. Наоборот, все про приятие чего-то. И вот как ты сказал, что когда человек видит что-то, да, вот какую-то энергетику, какую-то там даже сущность или что-то, ну, плохое место, там, ну, условно плохое, то когда обладаешь видением, ты просто понимаешь, как тебе с этим взаимодействовать. То есть ты не открещиваешься там, ой, боже, кошмар, все там, изыди. Нет, ты понимаешь просто, каким инструментом, как именно, через что. Вот это мне прям очень нравится в вашем сообществе, в ваших практиках, что вы обучаете именно такому подходу, а не какому-то вот этому там слепому экзорцизму или каким-то шаблонным историям, что, ой, эти там плохие, эти хорошие, вот это прям мне близко. Конечно. Ну, да, давайте оттолкнемся от того, что если мы подобие Бога, если мы подобие изначального, да, тогда все в нас есть подобие изначального. И все в мире есть тоже подобие изначального. В каких-то местах это может выглядеть с какой-то стороны злом или добром, но, скорее всего, только потому, что мы делим
и мы не видим цельной картины. Потому что если этот человек сегодня убивает этого, может быть, это не просто так. Может быть, он как-то заслужил, может быть, по каким-то причинам. Может, у него есть какая-то карма, может быть, есть какие-то еще к этому предпосылки. Если мы увидим это цельной картины, а видение позволяет это видеть, мы будем понимать, почему и как. Внутри нас есть там нижние центры и верхние центры. Ошибка большинства людей, что они либо нижние, либо верхние центры все принимают. Ну, либо мы не принимаем низы, типа мы такие хорошие, прекрасные. Я тоже был таким же. Я тоже был в какое-то время, когда вот я начинал практиковать, я такой светлый мальчик, я весь такой чудесный, я там архангел, я самый вот, я вот никаких вот низов, нет. Потом я их раскрыл, осознал и понял, что это неплохо. Нет вообще никакого деления на добро и зло. Есть просто разница с разных точек восприятия. А есть те люди, которые наоборот, они такие более материальные, и им сложно раскрыть верхние энергии. Но мы учим раскрывать все центры, все энергии, раскрывать, осознавать, понимать, погружаться и уметь ими взаимодействовать, уметь их в разных ситуациях применять. Каждый центр там за что-то ответственен, каждая энергетика за что-то ответственна. Раскрываешь один центр, у тебя раскрывается речь. Ты можешь говорить свободно, красиво, интересно. И не только центры же за это отвечают, много что за это отвечают, ну, за там ту же самую речь. Много что. Но есть какие-то основные вещи, а есть дополнительные. И твой уровень раскрытости тоже может быть разный. Почему одни практики практикуют много времени, а у них ничего не выходит, а другие нет? А у других получается. Почему? Потому что кто-то занимается этим, погружается, а кто-то нет. Но и с другой стороны, у кого-то раскрыта речь, а как бы она была раскрыта, если бы он не практиковал? Может, он вообще косноязычный был, может, он не мог говорить. Каждая энергетика за что-то отвечает, помогает чему-то быть раскрытым на другом уровне. Видение, речь, физическое тело. Есть много центров, которые помогают именно с иммунной системой организма, со здоровьем физического тела, с активностью физического тела, с родом. Отдельная тема. А род — это и отношения с родителями, с детьми, и с более глубоким взаимоотношением с родом, сексуальностью, да, есть центры, которые отвечают за сексуальность, с финансами, да, есть нижние центры отвечают за финансы, и они находятся ниже, чем человеческий кокон, ну, это отдельная история, до них надо добраться, до этих центров, но все большие деньги находятся внизу на уровне конкретного определенного центра. Мы про это в нашем закрытом сообществе рассказываем и показываем, как туда добраться, как истекать, как с этим взаимодействовать. Ну, то есть, грубо говоря, вот тоже, как я понимаю, что наша проявленность, тоже сейчас уже такое всем надоевшее слово, но тем не менее, наша проявленность в разных энергиях, в разных наших аспектах дает результаты в разных наших сферах жизни. Да. И то есть, чем больше ты проявлен в целом, то есть, чем более проявлена твоя энергетика не только вот там верха или только низы, а полноценно, тем более полноценен ты и в жизни становишься. Да, наша задача раскрыться и проявиться максимально, достичь максимальной самореализации. И для этого тебе нужно, чтобы все твои энергии истекали. Каждый центр, канал, меридиан и другие более сложные структуры, чтобы все были проявлены. И когда они все проявлены, ты тоже проявлен во всех аспектах. В финансах, в работе, в семье, в здоровье и так далее. Если ты где-то не проявлен, значит, какая-то у тебя энергия не раскрыта. Либо какой-то процесс там происходит. И ты можешь с ним как-то взаимодействовать. Ты можешь понять, что у тебя не раскрыто, и раскрыть. Либо ты можешь чувствовать, что здесь у тебя происходит там какая-то отдача кармы, и там нужно сейчас ее прожечь. Нужно сделать какую-то практику для того, чтобы ускорить этот процесс. Да, бывают и негативные периоды в жизни, но можно их быстрее пережить. Можно пережить их с меньшими потерями. Кто-то умрет как бы от этой проблемы, а кто-то там заболеет, а кто-то насморк будет. Вот такая разница. Или вот еще пример. Да, у моей супруги, она была беременная, ее укусил клещ. Бог его знает, это энцефалитный клещ, да, беременность, это, ну, как бы риски такие. А мы еще уезжали за рубеж кудато, и у нас не было времени там вот на все это. Ну, На анализы, просматривать, да. посмотреть. Да, мы буквально уезжали в этот день, на следующий. Нет, а видением что не посмотрели своим? На тот момент мы посмотрели, и вроде все нормально, но у нас возникли сомнения. Такое тоже бывает. Да, мы позвонили своему учителю, он говорит: нет, у вас сейчас нет такой кармы. Да, у вас этот клещ совершенно здоровый, у вас все в порядке. Мы отдали его там каким-то нашим родственникам, они потом его сдали, проверили, и уже нам позвонили на Бали и сказали, что нет, типа все нормально. Сразу было видно, да, учитель сразу увидел
Мы сомневались, но тоже видели, что нету этой проблемы. А бывает, когда не послушаешь, да, видения. Одна, да, еще история от учителя, он рассказывал, что вот он едет и видит, что ему что поворачивать направо нельзя. Ну, а ему надо направо повернуть, потому что вот ему туда едет. Да, ну и он поворачивает направо. И у него лопается 4 колеса. У машины, да, он едет на машине, у него 4 колеса на машине лопается. Да, и его как бы двойники там смеются, короче, да, что мы не говорили, ну, что это сам, не надо поворачивать. Так, ну сразу вопрос, что за двойники, Ну ладно, про конечно. двойников рассказывать не буду, это в нашем закрытом сообществе, как бы узнаете. Это долгая история, не на 5 секунд. Мы рассказываем про это на практиках. Ну и, естественно, он рассказывает, что теперь я, если мне говорят не поворачивать, я не поворачиваю, я в объезд поеду. Блин, как это произошло? Там гвозди какие-то прям были рассыпаны, Да, что там ли? какая-то что-то было на дороге, какие-то 4. гвозди, стекла и 4 колеса. И хорошо в аварию не попал, ни в кого не врезался, правда, да, просто они 4 лопнули, короче, и он вот съехал, Да, да. не доверять своей интуиции Обычно. опасно, это я тоже знаю. Да, да, и у нас такие ситуации были, да, и у меня было, когда мне говорила моя интуиция, что надо тебе вот там поехать сейчас в другую страну и отдохнуть, да, не заниматься там бизнесом. А я думал, ну, у меня были какие-то сложности по бизнесу, да, а я такой, да нет, все нормально, разрулю все, да, силы много, да, я все вижу, я осознанный, я все понимаю, силы дофига. А мне говорят, надо поехать отдохнуть, не заниматься сейчас. Ну и все, и весь бизнес, короче, рухнул. Нафиг, я потерял все, как бы с нуля все начинал. То есть куча денег, проблемы, долги. Когда не доверяешь, когда сомневаешься в своем видении, что-то можно преодолеть, но далеко не все. Да, некоторые вещи преодолеть очень сложно, либо очень затратно. И как раз видение и позволяет понять, где ты можешь преодолеть, куда нужно ходить, куда не нужно. Или если там тебе очень нужно, можешь ты преодолеть это за счет своих сил или не можешь? Ну, слушай, вот у тебя уже было видение, а ты говоришь, все равно просрал. Ну, так если бы я уже достиг безупречности, так я бы реализовался. Я бы тут ходил как мессия, как бы, да, и проповедовал. Естественно, все мы, пока мы не достигли мокши, пока мы не достигли максимальной точки самореализации, про мокшу это тоже сейчас мы рассказывать не будем, да. Если я уже достиг реализации, любой практик, пока он не достиг самореализации, пока не достиг мокши, пока не достиг максимального того самого, конечно, может совершать ошибки. Сколько людей совершали ошибки? У Христа было искушение в пустыне, да, не просто так. Великие там практикующие, великие мудрецы на этапе подступания к уже, когда они уже обладают ситхами, сверхспособностями, когда они летают там, не знаю, и все остальное, и делают кучу всего, у них всегда есть искушения, и многие попадаются. Ну, Но испытания, да, такие? испытания, искушения и так далее. Просто они другого уровня. Понятно, что там, не знаю, Равана, у него одни испытания, там, да, индийский герой, там, да, у Рамы другие, у каких-то, у Христа третьи, у Будды четвертые, к Будде тоже приходили на испытания, у всех они есть. И все время они будут на пути, и их уровень будет расти вместе с вашими силами. Поэтому, что пока вы там зарабатываете 3 рубля, как бы, да, и в песочнице там у себя играетесь, ну вот у вас и проблемы. Сдует песочек ваши, там, ваши карточки, как бы, или не сдует, вот ваши проблемки. А когда у вас империя, там, не знаю, или практика глубоко осознанная, или вы храмы строите, да, или что-то еще делаете, то у вас и проблемы другие, и испытания другие. Да, ну и вот, знаешь, мне тоже кажется, что понятное дело, что на первых порах, когда ты приходишь в эти практики, ты действительно первым делом начинаешь решать свои куличики, как ты говоришь, там, да, с песочками. Потому что, ну а куда ты пойдешь дальше, если ты пока вот у тебя Конечно. карточки сыпятся на куличиках? Что делать? Надо сначала с этим разобраться. Но потом, ну, как по мне, становится именно интереснее, тебя уже не так пугают, да, ты вот знаешь, это, что ты уже не тварь дрожащая, там, которая с этим всем не может разобраться, тебя уже не так пугают какие-то новые испытания, ты уже не думаешь, что, боже мой, лишь бы там ничего не было. А ты уже по-другому к этому подходишь, и оно именно... Вот мне нравится, вы используете всегда слово «танец», что ты Да. начинаешь танцевать с этой реальностью. Не бояться всего на свете и думать, господи, там, ну как бы лишь бы вообще просто вот лежать, ничего не делать. А тебе уже как-то интересно, просто нет такого, ну, уровня задницы, мне кажется, уже вот если ты только выбирался откуда-то, ты выбрался, и уже вот какая-то игра начинается. Есть больше осознанности, да, больше любви, больше понимания. Какие-то вещи становятся менее интересными, какие-то вещи становятся более понятными. И, конечно, ты танцуешь. Все время танцуешь с этой реальностью. И да, там тоже нужно не споткнуться, не упасть, не отдавить партнеру ноги. Конечно, танцевать значительно лучше, чем выживать.
Да, когда ты выживаешь, ты не можешь танцевать. Когда ты закончила выживать и начинаешь танцевать, то иногда ты ходишь по краю. Но это твой выбор. Это ты двигаешься. Всегда можно где-то растопыриться и замереть. Но тогда кончится движение. Тогда ты не достигнешь тех целей, к которым ты идешь. А пока ты идешь, пока ты танцуешь, пока ты осознан, практики позволяют тебе видеть, осознавать больше, понимать, чувствовать. И, конечно, они дают тебе кучу возможностей. Огромное количество возможностей, которых у тебя не было. И тогда, когда у тебя эти возможности есть, ты можешь с ними что-то делать. Такие истории происходят постоянно, но мне про них неинтересно даже вспоминать и рассказывать, потому что это какая-то обыденность, да. Ну, вот ты пошел, съел бутерброд, и каждый день его ешь. Ну, люди Да, живут такую жизнь. Ну, да, я понял, да, я рассказываю, что есть человек, который бросил пить, да, и перестал быть алкоголиком. после практик, да? После практик. Есть люди, которые нашли, есть человек, который нашел свою женщину, как бы, да, и ушел из практик после этого, много практиковал лет, да, нашел, построил себе там дом, семью, счастье, вот у него прекрасная жизнь. Есть девушка, которая со мной там была в бизнесе, а потом она судилась, она выиграла суд, который там люди были уверены, что она проиграет этот суд, да, потому что она подписала документы, что она, типа, должна денег человеку. И он пришел в суд и сказал, что он должна денег. Она, не посмотрев, подписала. Ну и все, как бы. Адвокат говорит, какие у тебя шансы? У тебя вот документ, подпись, все подписано, как бы. Все, как бы, залоговое письмо подписано. Никаких вариантов. А она выиграла, а судья сказал ей, что, как бы, послушала ее, как бы, да, она раскрыла все. Судья ей поверила, а документам не поверила. Ну, не есть бывает она такое в российском правосудии, она взяла и выиграла. То есть она практиковала, да, и вот Да, через она вот эти практиковала, она раскрывала, она так проявилась, да, пришла, раскрылась, что судья вот документы выбросила, ей поверила. Таких и вещи происходят постоянно. Я помню, после первой нашей практики, когда мы поехали в Индию, нас туда наш учитель повез нас, у меня вообще изменилась жизнь. Да, мы тогда тоже практиковали очень мало, год или 2 года мы практиковали, но каким-то образом, каким-то чудом нас отправило в Индию. А у меня еще денег не было. Я где-то там работал, студентом был, или только закончил, денег не было. Мы где-то нашли этих денег, да, собрали, поехали. Нас вело, мы чувствовали, что нам это надо. И пройдя практику, у нас отгорело очень большое количество кармы. Огромное, вот такой верхний круглый кармы. Сейчас мы уже там с тонкими пластами работаем, а там прям была такая история. И когда я приехал, у нас поменялось все. Мы переехали в новую квартиру, у меня появилась новая работа, мой уровень заработка вырос в разы. Через полгода мы завели ребенка. Жизнь за полгода-год изменилась кардинально. Уровень жизни подскочил там на несколько порядков. Он потом не раз еще подскакивал. Да, когда я двигался, шел по намерению, двигался. Про намерение я тоже здесь не буду рассказывать. Это в закрытый канал, в закрытое сообщество, куда-нибудь туда. Это большая, очень интересная, очень важная, но очень большая тема. Вот настолько могут быть кардинальные изменения. Да, у кого-то они не такие кардинальные, у кого-то это потихоньку. Купил себе машину, и человек радуется. И это, наверное, тоже хорошо. Конечно, я бы не отказалась от машины прямо сейчас. Надо практиковать. Да, надо практиковать. Пробовать разные практики, да, потому что мы даем базу, а на этой базе мы уже смотрим, что дальше человеку требуется. Потому что одному нужно идти там чуть сюда, другому чуть сюда, и мы видим и можем подсказать. Да, это последовательно. Сначала там у тебя там первый курс, там второй, там начало, продолжение. Да, сначала ты там в детском саду, потом ты переходишь в школу. Все мы через это проходили. Эти практики, в принципе, подходят для любых людей, да, для практика любого уровня. Вы можете начать с нуля, у вас может не быть ничего, или вы можете уже там 20 лет практиковать, и у вас уже там все есть. И все равно эти практики дадут вам нечто, чего у вас нету. Вообще глубина этих практик колоссальна. Я много ездил по разным странам, по храмам, по учителям, там в Индии, здесь, в буддийских, индуистских и каких только не был, нигде никаких практик таких нету. Уровень глубины просто очень совсем другой. Да, кто-то что-то знает, где-то что-то показывает, все слышали там про чакры, что-то про энергетику, но дальше, если двигаться и двигаться по этому пути, приходишь к тому, что каким-то фантастическим вещам, каким-то колоссальным. Кажется, что я про какую-то фантастику тут с тобой разговариваю, какие-то там привидения, какие-то удивительные вещи, какие-то... А это становится все обыденностью. Все становится
настолько частью твоей жизни, но и очень сильно расширяет твое восприятие. Очень сильно расширяет. Так жить интереснее. Да, это танец, и с ним интересно жить. Давай по-честному, как бы то, о чем мы говорили, там сущности, какие-то призраки, подключки, это тоже как бы самое-самое начало, верхний слой, скажем так, ну, Конечно. этих практик, и та глубина, о которой ты говоришь, это вообще не про сущности и вообще не про кокон. Конечно, конечно. Вы пройдете там несколько курсов, разгоните всех сущностей, отключитесь от всего. Это все очень просто, это все начало. Это то, что на слуху. Но неинтересно станет потом, на самом Да. деле. Я вывожу тебя как-то на Да, эти темы, да, да, я понимаю, что я не выводила, ты бы вообще про это и не вспомнил бы. Та глубина, она про нее не поговорить. Все самое интересное за пределами слов. Вообще, все, что мы говорим на уровне слов, это даже не верхушка айсберга. Это вот фантик, лежащий на этом айсберге, который ветром сдует, и все. 2-3 слова из этого останется от нашего разговора, если взять глубокий уровень. Но если взять его, если туда пойти, если туда двигаться, то все там, все интересно там. Все самое интересное внутри вас. Самое интересное внутри, и найти это мы просто даем инструменты, как прийти к себе. И эти инструменты уникальны. С моей точки зрения, они уникальны. Да, потому что, ну вот, мой учитель их нашел, они есть, ключи к этому есть в тантрах, в текстах, в разных практиках, но эти ключи тоже не найти просто так. Ну и опять же таки, попробуй их услышать, если ты не слышишь телом второго Конечно, внимания. ты, но может быть, вроде что-то чувствуешь, вроде как интересно, но ничего не понятно. А вот тут у тебя есть инструменты. Берешь, погружаешься, практикуешь. Четко, понятно, последовательно, да, вот основную базу, да, и с помощью этой базы уже двигаешься дальше. Да, расскажи пару слов, что именно происходит в вашем сообществе, как это выглядит. У нас есть закрытое сообщество. Там есть практики, сообщество практиков, несколько учителей, все из которых обучались там 20 лет и там лет 10 преподают. Практики идут постоянно, да, регулярно. Статьи, подкасты, эфиры, разный контент, который помогает освоить теорию. Ну, конечно, значительно важнее практика. Как я уже говорил, все интересное находится внутри. Да, теория – это теория, а практика – это практика. Есть чат с ответами на вопросы, можно поговорить, можно пообщаться. Ежедневные практики каждую неделю, 5 дней в неделю происходят практики. Сначала начальных курсов, потом все более и более сложные по мере вашего осознавания. У разных учителей, чтобы вы могли послушать, взаимодействовать разными словами, потому что мы все показываем одно и то же, но говорим по-разному, потому что разные люди воспринимают по-разному. У нас разные ментальные ограничения, и кто-то лучше услышит это от девушки, кто-то от юноши, кто-то от там, одного практика, кто-то от другого практика. У всех разный опыт, разные примеры, но слова не важны. Нам главное, чтобы вы осознали это, и поэтому мы разными способами стараемся осознать. Нам важно отдать эти практики вам, отдать максимально. Ну, у нас есть в этом и сугубо свой интерес, потому что когда мы отдаем, мы получаем дальше. Мы должны отдать, потому что мы сейчас переполнены, да, в какой-то мере. Отдавая дальше, мы двинемся дальше по своему пути и сможем нырнуть в процессы более глубокие. Это основной лейтмотив нашего сообщества. Практики проходят в разное время, утром, вечером. Вы можете посещать в то время, в которое вам удобно. Оно иногда больше, иногда меньше. Вы можете ходить чаще, реже, выбрать свой темп. Я рекомендую погружаться, но если такой возможности нет, можно ходить периодически и медленно заходить в практику. Это тоже нормально. Все мы разные, и у всех у нас разные способы. И мы постарались, чтобы всем было удобно, какие бы разные мы ни были. А ты учителя долго, да, искал своего? Как я нашел учителя, это отдельная интересная история. Я нахожусь в традиции шахтизма, но учитель сначала учил меня практикам энергетики. Да, я уже говорил, что я практиковал, искал что-то, видел прошлые жизни, у меня было какие-то книжки я читал, но в первую очередь я искал свою шакти, свою любовь. Да, это был мой главный импульс. Лет с 15, когда у меня пришло сознание в достаточно большом количестве, я начал искать, и вот
22 годам я ее нашел. И когда я ее нашел, когда она рассказала мне, что, помимо всего прочего, она стоит в какой-то магической группе и практикует какие-то практики, Секта! конечно, да, мне туда захотелось. Хотя я и достаточно скептически относился ко всему, потому что, ну, во-первых, я уже очень много читал, изучал, во-вторых, я много с чем сталкивался со всяким фуфлом, а его там 95% на современном российском рынке, да и не на Да и российском. не на российском, Да, да. да, и на зарубежном никак не меньше, и что в Индии, что в Америке. Но неважно. Вот я искал, нашел, и она сказала мне, что вот есть какой-то человек, который дает практики энергетики. Ее учитель он Ее был уже, да? учитель, да, она уже лет 5 занималась у него до меня. Он в это время был в Индии с какой-то своей, он ездил к своему учителю, потому что это традиция, она передается от учителя к учителю. Когда он вернулся, в первую очередь мы стали, занятий энергетики не было, были объявлены занятия калорипаяту, боевое искусство Древней Индии, да, я тоже его преподаю, обучался им. Браслет у тебя, да, как-то связан как раз Да, с это этим? воинский браслет, и он как раз связан с воинской энергетикой, да. Он на самом деле защищает запястье. Это традиционный браслет индийский. Изначально он сделан, чтобы защитить запястье от удара кинжала. Но вот сейчас он больше декоративный, но вот у него есть такой функционал. Ну и раскрывает он определенную энергетику. Я помню, как я пришел первый раз, как мы встретились первый раз. Был маленький подвальчик на Васильевском острове. Там снимали помещение для занятия боевыми искусствами. Мой учитель сидел на стуле, здесь сидел администратор. Я зашел и сел около его ног, скрестив ноги по-турецки скрестить. Это было не очень адекватно. То есть просто сидит человек, администратор вообще смотрит, я захожу, сажусь у его ног. И администратор смотрит на меня как на идиота. Почему это вот? То есть мы все просто обычные люди в обычной одежде. А почему Но ты так сделал реально? я не знаю. Мне это так почувствовал. Я вот пришел, сел, и я когда сел, я провалился. Я почувствовал себя сидящим в пещере около ног моего учителя. Я почувствовал себя где-то бредущим по пустыне. Вот слева я вижу это, справа я вижу это. Здесь я понимаю, что мы где-то сражались вместе в каких-то жизнях, где-то мы... Я почувствовал сразу много этих вот прошлых жизней, которые, конечно, совсем не так называются, но про это тоже мы, наверное, снимем отдельный подкаст, что такое прошлые жизни и почему они вовсе не прошлые. Если интересно, пишите в комментариях. Я сразу понял, что это... Даже не понял, что это мой учитель, что это просто вот непростой человек, что это человек, с которым я связан. Ну, карма какая-то Ну у вот, вас да, явно. да, что это как бы, что какая-то карма есть. Ну и очень быстро я понял, что это мой учитель. Далеко не у всех так. Многие ищут учителя годами, многие годами общаются с человеком и не понимают, что это их учитель, да. Все по-разному бывает. Тогда я понял так. И мой учитель, конечно, эти практики все, он показал их нам, он нашел их сначала сам, потом он нашел учителя в Индии, который открыл их ему на другом уровне, потому что энергетику может слышать каждый. Каждый человек может слышать энергетику, каждый может видеть энергетику. Проще всего видеть эфирное тело. Вот вы протяните руку, посмотрите на свои пальцы, и там 50% из вас увидит без всяких сложностей такую тонкую субстанцию, либо тонкий свет, либо как будто воздух колышется над асфальтом, горячий, знаете. Вот это можно увидеть. Увидеть, некоторые говорят, что проще видеть на расстоянии 1,5-2 метра у других людей или у предметов. Посмотрите на вот столик, на кресло, на чашку. Каждый из этих предметов имеет тонкую эфирную энергию. И увидеть их можно практически физическими глазами, без каких-либо навыков. Это можно сделать прямо вот здесь сейчас. Мой учитель увидел куда больше, куда глубже, и потом начал это преподавать. Потом он нашел своего учителя, про это там тоже есть отдельная магическая история, потому что он моему учителю в Индии, учителю моего учителя был знак, у него там сломалась одна балка в храме, он увидел этот знак, а ему его учитель предсказал: у тебя сломается что-то. У него сломалась балка в храме, ему на следующий день предложили поехать в Россию, он все бросил и поехал в Россию. Вот так вот. А мой учитель пришел в гости к своим друзьям, и там была газета. Он ее открыл со стола, взял, и там было одно объявление. Типа: преподаю боевое искусство Древней Индии. Он его прочитал, положил эту газету и пришел, нашел своего учителя. Ну вот, он не читает газет, случайно пришел к этим людям, да, вот так оно все происходит, так течет карма. И он сначала обучался здесь, в России, потом поехал обучаться в Индию, познал калори, познал шактизм, то есть познал наше учение, соединив это со своими практиками, да,
передал это нам, и сейчас он уже не берет учеников, а мы эти практики вот рассказываем, преподаем, да, в первую очередь практики энергетики, с которой вы можете пойти в любую традицию, они не привязаны ни к чему. Ну и за практиками энергетики стоит и наша традиция, да, куда вот там доходят те 5%, которые захотели дойти. Она имеет тоже свою глубину, свою историю. Ну да, об этом уже не сегодня. Да, об этом уже не сегодня. Я тебя благодарю. Мне кажется, у нас получился интереснейший подкаст сегодня. Дорогие, напишите, как вам. Вообще, я безумно рада, что наконец-то я могу представить вам этих учителей. Вот Махира, да, с которым мы снимаем сегодня, Ананта, с которым мы уже сняли видео где-нибудь, я надеюсь, здесь еще раз его вставлю. И вообще этот проект, потому что те, кто знают меня, кто подписан на мой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь, знают, что я очень скрупулезно и тщательно подхожу всегда к отбору мастеров, с которыми я взаимодействую, которых я предоставляю вам. И вот здесь мне прям не стыдно, скажем так, сказать, что в какой-то степени это и мои учителя, потому что я тоже практикую с ребятами в закрытом сообществе. Я скажу так, вот тоже за время практик с ними я поняла, что любой, абсолютно любой, кому откликается вот то, о чем мы говорим, я рекомендую зайти и попробовать, потому что дальше у вас развернется как-то по-своему очень красивый путь, но, как мы уже сегодня тоже говорили, никогда вы не встречаете что-то такое на своем пути, каких-то людей или вот какую-то информацию, которая вот вообще вам не нужна, это мимо вас. Какой-то кармический узелок, раз вам попалось это видео, он точно есть. И вот поисследовать его, посмотреть, что там, и, может быть, даже и распутать каким-то способом, который у вас раскроется. Вот это, мне кажется, интересно. Поэтому все, кто чувствует отклик, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите комментарии, подписывайтесь везде, где только можно на нас. И до встречи в следующих видео.